Так, друзья мои, всех приветствую на нашем канале, это Макс Офшор. Значит, и сейчас мы начинаем супер-мега крутой стрим, ребятушки. У меня появилась отличная идея о том, как нам, сейчас все исполнить. Так, мьюзик, так, ММУ, музик, приветствую, да, рад видеть, Джон Смит здесь, салют Максу и всей честной компании. Узнаю старый добрый почерк. И Алекс Порубай здесь. Добрый вечер, Макс и комрады. Приветствую вас, друзья. Сегодня у нас суперский день. И вы сегодня узнаете всю правду о яхтинге. Реально, без приколов. Отвечаю. Джон Смит, как дела, Макс? Все супер круто, ребята. Чайло готово. Начинаю. Короче, как вы знаете, я старый плавучий чемодан. Давненько проживаю, значит, морской образ жизни веду, и об этом немножко, так скажем, разузнал для вас все самое основное. Сейчас будем делиться. Короче, поскольку не только плюсы, значит, есть в яхтинге: белые штаны, красивые женщины, значит, закаты, восходы, рассветы, вино и домино, друзья. Есть также, собственно, сексуальные, так скажем, разные проблемы, о которых мы сегодня поговорим, друзья. Это когда в сексе главное, чтобы не меня, ребята. Значит, вы же знаете, но тут без этого не получится. Поэтому сегодня будет тема на эту штуку. То есть стрим будет интересный, ребята. Так что переключайте, отключайте там все параллельные стримы, где вы сидели, и начнем. Ой, я тоже пошел чайку заварю. Красава, Жорж. Приветствую, Женя Савастьянов. Приветствую тебя, дорогой, рад тебя видеть здесь. Так. Привет, Макс, стрим сохранится. Димончик, приветствую. Я надеюсь, что да. Если, значит, у меня, как всегда, не подгорит пердак, значит, в прямом эфире, тогда стрим сохранится, понимаешь? Поскольку, если ничего не произойдет, значит, неожиданного, стрим мы сохраним. Поскольку, ну, это важно. Так, ребятушки. Сейчас, одну секундочку, я только проверю кое-что. Я запустил отчет, вернее, запустил опрос на тему того, что вас больше всего останавливает от жизни под парусом. И не все варианты ответа влезли, друзья. Короче, что вас больше всего останавливает, напишите, пожалуйста, если кто-то знает, как это. Значит, сейчас я вроде бы как можно на прямом эфире запустить этот опрос, друзья. Сейчас я постараюсь это сделать. Так, в прямом эфире, тут я только вижу модерацию, участники, действия модератора, в реакции открыть чат новом окне, отправить отзыв, настройки, Better TV. Ага, автопросмотр чата трансляции, при загрузке чата. Так, меню смайликов, это, конечно же, нужно. Анимированные смайлики тоже добавим и включим смайлики. И неодобрые смайлики тоже продолжить включить. Так, включает скрытые из публичного каталога смайлы сторонних расширений. Ну, будем надеяться, что эта штука заработает, и тут ничего такого страшного не будет. Друзья, модераторы, следите внимательно за чатом. Не допускайте каких-то вещей, чтобы меня слетел я с монетизации, друзья. Так, погнали. Окей, это есть. Так, Максим Хари Кришна, приветствую, Максим. Потом Макс из МАТ, дорогой, тоже привет тебе большущий, видел твое сообщение, успел на него ответить. Так, Димон, всем привет, привет, Трю Барсик, привет. Итак, друзья, как вы знаете, да, живу я здесь уже давно в море, в океане, бороздил я просто такие моря, друзья, вы себе не представляете, в каких местах я бывал. И сегодня мы поговорим о том, короче, что скрывается за всей этой внешней мишурой, так скажем, красотой. Красота, вот, на самом деле, с тех пор, как я пересел на яхту, все, я просто не вижу жизни без красоты. Вы же видите, я постоянно, значит, двигаюсь в сторону прекрасного. Также стараюсь какой-то радостный контент выпускать больше, чем негативный, друзья. О негативе мы уже все практически перемусолили. Самое важное, что нужно понимать, друзья, если нет никаких пруфов, просто пруфов, каких я имею в виду, это видеозаписи, видеокамера. Если вы про чувака ничего не знаете, не общаетесь с ним. То есть должна быть видеокамера, не знаю, в кабинете или еще где-то. Везде он должен записывать себя на камеру 25 часов в сутки. И это можно проверить, я имею в виду. Вот только так. В кабинеты всем ментам камеры, всем заключенным. Они и так там стоят, я имею в виду, камеры. И, значит, чиновникам. И тогда будет мир, правда вообще и солидарность. А то начинается, 5 минут назад все, война закончится. 5 минут назад, 3 минуты назад, сейчас начнется. И вот эта шляпа, просто кликабельные эти, а стрим вообще, ну не про это, не стримы, не ролики. Я замахался смотреть на эту фигню. Сейчас на вот этой, собственно, волне войны некоторые
значит, уважаемые и не очень, значит, блогеры, конечно же, сильно хайпуют, то есть не по существу. Но, тем не менее, друзья, я задолбался, блин, то есть у них кликабельные заголовки, все, заходишь, а там вообще какая-то шляпа, сидят, мусолят. Одно и то же, друзья, они там какие-то догадки, предположения, я не знаю, кого это может интересовать. Только голая правда, только голая истина, только пруфы, ребята. Если у него нет камеры в кабинете, не стоит, с ним вообще можете не разговаривать, не сотрудничать, просто говорить всего хорошего и уходить по своим делам. Вот так, друзья, то есть очищайте свой мир от людей, значит, ну, мутных, темных, так скажем. Оставляйте в своем кругу только прозрачных. И тогда у вас будет все хорошо. 100% вы тогда в забор практически не въедете. 99,9%. Один это может быть какое-то наказание, либо случайность. Поэтому, друзья, расшарьте, пожалуйста, стрим. Он будет вежливый и, конечно же, очень интересный. Поговорим не только про яхтинг и про все остальное. Так, погнали, друзья. Шалом, земляне, Макс, привет. А что сегодня Так, разгоняем. Сегодня у нас, друзья, очень важная тема. Я напоминаю, что все, что скрыто от внешних глаз и посторонних глаз. Я расскажу немножко про коммерческий яхтинг, как, значит, жарят немножко комрадов, друзья, на что вы ведетесь, когда вы покупаете, значит, туристические круизы в очень больших компаниях, ребята. Они просто не справляются с потоком пассажиров. Возможно, там и есть какие-то четкие скилловые капитаны и экипаж, все типа организовано на высшем уровне, но в основном это только картинка. Я имею в виду, реальность вас, скорее всего, разочарует, если вы будете покупать, значит, не авторские круизы чуваков, кого вы конкретно знаете и к нему летите, а просто по рекламке. Вот туристическая компания, туда-сюда, много там отзывов, много людей и так далее. У них могут быть, если вы попадете, грубо говоря, к чувакам, организаторам, то есть те, кто действительно имеют долю в компании, переживают за имидж и так далее, те, кто переживает за имидж компании, тогда может быть да. Но если вы попадете, грубо говоря, на наемных капитанов, наемных сотрудников, причем наемных за шелбаны, то есть они попросту дурят людей, то есть они не платят нормальные бабки, основная часть компании, у них большая, так скажем, текучка, то есть у них за сумасшедшие бабки покупают круизы, то есть а нанимают людей, экипаж, просто, ну, с улицы, типов по объявлению, он спал, лежал на вокзале, его с похмелья его будят, подошли, говорят, поедешь в круиз капитаном, да, корка есть, да, погнали, а кто, чего... И поваров, и всех этих, за копейки просто. И они начинают, то есть они понимают, куда попали, типы, и начинают оттуда бежать, я имею в виду. Вот такая штука. Но дело в том, что вы просто испортите себе отдых, если вы подкинетесь не на авторский круиз, не поедете к чуваку, которого вы знаете лично, а именно поедете просто по рекламе в интернете. У него классный сайт, и у него там календарь, все занято, значит, вот пока дырка свободная есть, я ткну, туда поеду. Вы встрянете в самый центр сраки, я отвечаю. Вот такая тема. Потом мне позвоните после круиза и расскажете, как все было на самом деле. Типы неискушенные в круизах, я имею в виду те, кто не видел никогда, первый раз едет. Ему может быть понравится, то есть не хотелось бы его совсем обламывать, но качество этих круизов должно реально соответствовать бабосам, которые за них уплачены. Круизы по 4, по 5 тысяч евро с носа, друзья, на неделю. Тип прилетает и живет в условиях просто звездец. Спит в холодной каюте, я имею в виду на мокрой постели, все, грибах на голову льется, за шиворот, холодина, жрать нечего, блядь, эти, значит, дошираки сидит, жрет за 5, сука, тысяч евро примерно. Понимаете, какой уровень? Его там быстрее, скорее, кругом бегом, его и в шторм, и в слякоть, и в непогоду, в любую эту, то есть гонят там смотреть китов, надевают, он не проснулся, ему костюм на голову надевают, в воду, бом, скин. Ну, примерно вот такая тема происходит, понимаете? Нет, на мой взгляд, круизы это совершенно другое. Это про кайфы, это чтобы чувак ни о чем не переживал, собственно, забыл про все заботы, я имею в виду. То есть он должен выпасть как бы из своей рутины на несколько дней, на 7, а может быть и на 8, и чисто кайфануть. Вот это я понимаю, круиз нормальный. Все остальное это, конечно же, шляпа, друзья мои. Так, мы продолжаем. Так, Олег, хай. Так, шалом, земляне, Макс, привет, что сегодня был ближайший опыт. Ближайший опыт, да, у меня был ближайший опыт, друзья, и сейчас мы, конечно же, это обсудим. Так и не появился опрос у нас в чате, не понимаю, в чем, значит, проблема. Так, участники чата, так, открыть чат в новом окне, это не то. И создать опрос, вот он, ёшкарала, друзья мои, все. Сейчас быстренько создаем опрос, и те, кто, значит, в этом, пожалуйста, ответьте на вопрос, то есть
вопрос очень-очень простой. Что больше всего вас останавливает от жизни под парусом? И варианты ответов. Так, вопрос вот такой. И погнали. Так, первый. Кажется, что яхтинг это слишком дорого. Деньги меня останавливают. То есть, это первый будет ответ. Сейчас я создам, а вы проголосуете. Страх штормов и опасностей, очень переживаю за свою безопасность. Это тоже немаловажный вопрос, друзья. Третий, значит, ответ. Нет опыта, не знаю, с чего начать, как научиться. То есть на основании этих вопросов я сейчас быстренько вам раскидаю именно, поскольку мифами реально это все просто обросло. Так, четвертый ответ — семья. И последний ответ — это тот, который мне нравится. Ничего, уже покупаю яхту. Вот это четко, друзья. Так, ты что, собака Баскервилля, она не влазит, что ли? Все, прикинь, только 4 варианта ответа. А нет, допустим, количество. Так. Ну, тут все правильно. Почему только 4, сука, варианта ответа? Ты посмотри, какая шляпа. Добавить вариант ответа. И не нажимается кнопка «Создать опрос». Что такое? Ты посмотри, какая шляпа. Я 3-й раз уже это делаю. Друзья мои, почему-то только у меня не получается это. Я имею в виду. Так. Тут только да нет, блин, можно поставить так. А хочется серьезный. Значит, серьезный опрос провести. Добавить вариант ответа. И все, вот я 2 этих вставляю, и он уже не добавляется, сука. Эх, прошу прощения, друзья мои, за эпистолярный жанр. Ну все, он больше, он не нажимается «Создать опрос». Ну не нажимается. Так. Прикиньте, друзья мои. Короче. Давайте тогда по несколько вопросов, там по 2 будем, потому что только да нет. Да нет. Создается. Так. Я его опубликовал в этом. В сообществе в нашем. Надеюсь, значит, типы, кто успел посмотреть, на него ответят. Прикинь, кнопка «Создать опрос» неактивная. Как это может быть вообще? Ну, не нажимается. Что-то я не так, друзья мои, делаю. Что-то не так делаю. Ладно, хрен с ним. Мы можем создать опрос через донаты. Не донаты, а именно... Так, через голосование. Так, голосование. Голосование. Команда. Обновить его. Так. Так. Окей. Таймер есть, все, тут есть, да. Так, голосование. Угу. Все, создаем тогда здесь. Я создам сейчас в Donation Alerts, поскольку здесь он более-менее хотя бы понятно. Так. Да ты что, Ля, ты посмотри, а. Ты посмотри. Ага, давай создать новый. Друзья, какая-то мистика. Отменить. Так. Голосование. Ага, вот. Заработало. Ага, отлично. Все, так. Так. Все, погнали. Так, деньги. Окей. Безопасность. Нет опыта.
Добавить вариант. Ага, есть. О, семья, обязательства. Трудно оставить привычную жизнь. Кому, друзья, трудно оставить привычную жизнь? И последний, ничего не останавливает, уже планирую яхтенный путь. На самом деле, мне вот этот ответ больше нравится, потому что некоторые из комрадов уже планируют. Так. И ба-ба-бам. Так. Вот такой или такой? Вот такой, да. Сохранить. Розовый, друзья. Розовый. Так, показать ссылку для встраивания. Есть. И быстренько мы сейчас его вставляем. А вы можете, наверное, тыкать. Тыкать сможете, я надеюсь. Не-не-не-не-не. Так. Окей. Пам. Так. Ну. Что такое? Что такое? Так, позволяет видеть голосовые на стриме, отображать их результаты как в чате, так и в специальном виджете. Запустить. Ага. Все запущено. Так, вот он, да. Друзья, вот он у нас опрос. Будем надеяться, что у вас... Так. Надо, блин, как-то побольше или поменьше. Ребята, как его сделать? Подскажите, пожалуйста. Так. Сейчас я чекну. Там. Видно ли вообще что-нибудь в этом опросе? И можно ли куда-то тапнуть? Скажите, пожалуйста. Ага, все, я понял. Надо его чуть-чуть левее, друзья. Чуть-чуть. Сейчас я чекну. Ага. Так. Чуть-чуть левее переместим. Вот так. Видно ли вообще что-нибудь? Ага. Ну, давайте вот прям на микрофон вот так. Ага, все, я понял. Так, да на Nationalis только с компа работает. Да нет, не с компа, с телефона работает. Если просто ссылка неактивна, зайди на канал, я имею в виду на мой. Тапни под любой ролик, там есть ссылка на донат, и туда можно зайти. Тут проиграется сообщение вслух. Опа, отец Алексей здесь, комрады, привет, приветствую, друзья. Так, почему-то, собственно, наша трансляция тоже, либо она не расшарена, либо, собственно, не заходит. Так, скопировать. Так, друзья, с телеги у нас пришли комрады, если еще не спят. Так. Я надеюсь, что пришли. Расшарьте ссылку. Так. Изменить. Так. Может быть, из-за того, что я указал Лиссабон, друзья, поэтому Португалия, место создания. Может быть, поэтому не подключаются ребята. Так, сохранить. Все, тогда я уберу место создания трансляции. Так, отец Алексей здесь. Так. Все, голосование по вопросу, да. Ага, вот. Так, голосование по вопросу, что вас больше всего... Так, вариант ответ деньги, кажется, если... Так, друзья, смотрите, вроде бы голосование запустилось, да, или оно... А не запустилось. Так, Евгения Муница здесь, Евгения, hello, капитан, Буаноид, Евгения, рад тебя видеть. Так. Лайк сходу. Экосфера, приветствую. Так, смотрю, только наши комрады приходят. Друзья, стрим не выводится на широкую аудиторию. Видимо, YouTube прочитал мои алгоритмы, что я начинаю моросить в прямом эфире. И, собственно, блокирует возможность там общаться с широкой аудиторией. Будем на узкую вещать, на тех, кто вместе с нами всегда. Так, погнали. Основные вопросы, друзья. Мифы и реальность яхтинга. Ребята, правда ли, что яхтинг это дорого и недоступно? Это, конечно же, брехня. Яхты есть на любой кошелек, они даже отдаются бесплатно. Я много вам показывал того, что, значит, есть
распродажи, значит, люди просто так передают яхты, бросают, стареют, умирают, не хотят чинить, заморачиваться, дорого платить за марину и так далее. То есть бывает такое частенько, что чувак задолжал за марину примерно там 1000, 2, 3, я имею в виду за год или за 2, и тянуть ее не может, допустим, она сломалась, но яхта себе вполне себе хорошая, на ней можно жить. Там есть куда прилечь, там есть мотор, есть паруса, мачта, есть толчок и, короче, газовая плита. Это очень важно. И может быть, если повезет, старенький, но хороший холодильник. Ребята, конечно же, конечно, надо такие яхты брать. Неважно какого года, поскольку запас прочности у таких яхт 50 и более лет. Я видал даже 100-летние яхты, друзья. 100-летние яхты под парусами. Маленькие, но хорошие, то есть живые. По крайней мере, ее можно использовать как жилье. На ней можно жить. Друзья, значит, на ней можно кататься, если ходит. Ну, короче, если какой-то типочек, чувачочек, старичок скидывает яхту за долги, то есть он, бывает, марина распродает яхты за долги. Тип задолжал 10 или пропал без вести, они яхту поднимают, вывозят на спецплощадку, пытаются поставить цену 10, примерно там 3, 5, 10. Сколько он задолжал, чтобы покрыть его долг. Но надо с ними общаться. Они могут вам чисто, чтобы отдать и в половину цены примерно. Выставляет марина яхту, да, тип говорит, продавайте ее нахер. То есть платить нечем за марину, отдавайте. Вот выставляют яхту марина. И, значит, им надо там пятак, десятку, там, я не знаю, ну сколько. Разные цены бывают, смотря что за яхта, да, примерно. Я вам образно говорю, как можно найти себе яхту, не очень сильно вкладываясь. Допустим, яхта сломана, типа ее не может продать, там, либо мотор, либо еще что-то, то есть. И цена, грубо говоря, она не очень большая, не очень маленькая. И лень заморачиваться хозяину, то есть владельцу, самому там что-то размещать объявления, ездить, показывать. Нет времени, он забросил ее 10 лет назад и, значит, не хочет к этому вопросу возвращаться. В марине подвис долг, ее выгрузили на сушу, и, значит, она стоит, да? То есть, короче, он там должен за доставку эту, то есть кран-ман и еще за марину, это все типа входит в прайс. Ее либо продадут с аукциона, с молотка, либо, значит, если не будет каких-то покупателей, либо ее просто утилизируют и спишут этот долг там с муниципалов или еще с кого-то. Короче, приезжаете в марину, спрашиваете Васяся на ресепшене, есть ли какие-то доступные яхты на сегодняшний день, что-то распродажа какая-то есть, яхты, лодки, катера, какая-нибудь тема. Он тебе говорит, Василий, вот список, либо стоит там-то, заедь, посмотри, либо вон, короче, стоит на таком-то месте, продается. Сколько денег? Вот тут самый важный вопрос, начинай общаться. То есть начинай общаться и спрашивай. Обычно, допустим, вот предположим, да, он задолжал там какую-то сумму определенную денег. И, значит, ты ему десятка. Сейчас начнем за десятку. Допустим, 30-я, 35-я лодка, 36-я, 10 тысяч евро. 79-го, 89-го года, или, ну, лохматого примерно. Если повезет, год будет, короче, посвежее. Смотри, ты ему говоришь, Вася, вот я там заинтересован, за мной, короче, давай общаться на эту тему. И все, начинаешь его долбить по поводу вот этой яхты. А что там работает, что не работает, покажи, а что тут это, что с документами, где хозяин, что это. Если даст на хозяина выйти, хорошо. Если не даст, то, соответственно, начинай. Хостелы на яхтах, да, это чуть-чуть дальше, братанчик, не пали контору, это самое. Сейчас я тебе объясню, как это работает. Ты ее можешь поставить в коммерцию, короче, и ты можешь зарабатывать бабулетки на ней. Предположим, ты десятку на нее вкинул, чуть там подкрасил, подмазал, чтобы она стояла, главное, на ней ходить не обязательно. Как хостел можешь за 100 евро сдавать даже самую маленькую яхту, маленькую, вот такую вот. Просто главное, чтобы туда можно было лечь, и даже если пятки будут торчать, ничего страшного. За 100 ее в каком-нибудь крутом регионе оторвут 100%. А даже у меня в марине, в самой дешевой в Португалии, самая дешевая маленькая яхта стоит 75 евро в ночь, друзья. Даже не в сезон. Так, вот эта встреча. Борис Рыцарь, приветствую, комрады. Так, привет, Макс, приветствую, Борис Рыцарь. Рад тебя видеть. Бокальчик чаю за тебя. Так. Создался опрос, только что проголосовал. Алекс, спасибо большое. Друзья, голосуйте, да, кого что останавливает, и мы, значит, пообщаемся на эту тему. Смотрите. Дальше. Ты его начинаешь долбить. Ну, ты говоришь, Василий, я бы взял ее за десятку, блин, но у меня только пятак. И, короче, как-то тебе надо с ними закорешиться и так далее. Своим бы они отдали 100%, я имею в виду, хорошим знакомым. Надо, чтобы у тебя было лицо, не как у меня, значит, а как у человека, с которым хочется дружить.
Я имею в виду, меня, когда видят первый раз, они на самом деле пугаются, начинают пугаться. Думают, либо мент какой-то, либо мафиози, либо, короче, какой-то непонятный человек. Люди идут обычно хорошо на контакт с людьми, которые понятны. Примерно, прежде чем ты ему протянул руку, он о тебе уже должна сказать либо какая-то одежда, либо машина, либо еще какая-то тема. Внешка о многом говорит, значит. Я имею в виду, что ты, допустим, ты должен быть понятным человеком. Не одевайся, непонятно, я имею в виду, не крась волосы в зеленый цвет, понимаю, ну или в какой-то там фиолетовый, я имею в виду. Это загадка, почему ты это сделал. Короче, человек пока будет соображать на эту тему, он просто испугается от твоего появления и скажет, иди ты нахер, примерно. Обычно происходит так. Все люди боятся всего неизвестного. Особенно, если это неизвестный человек подошел. Вы же знаете, часто видели в новостях, неизвестные подошли и, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынесли предмет, похожий на телевизор. И поэтому, значит, люди начинают суетиться и, значит, вас быстренько отошьют, скорее всего. А если вы, значит, заведете разговор, примелькаетесь там день, два, три, пообщаетесь про хорошую погоду, про то, чем вы занимаетесь, что вы здесь делаете, и уже как бы с этого можно начинать разговор, что вы что-то ищете, сколько стоит стоянка с шефом Марины, то есть там сидит продавец, и он постоянно отвечает на разные вопросы. Ему надо вежливо, культурно рассказать на ресепшене, это может быть не шеф Марины, но, значит, работник, что вы, значит, здесь по какому-то делу. Не надо накидывать пуху, что очень важному, надо быть, короче, примерно, на уровне. Ромаха, здорово. Короче, я имею в виду, спрашивайте, если какие-то варианты, там что-то продать, купить, значит, это самое. Смотри, он говорит, что есть вот лодка, хозяин пропал, либо это самое, вот документы, допустим, могут быть у ментов, могут быть у таможенников, это может быть конфискат, на ней кто-то пришел без документов, ее загнали на штрафплощадку и продают. В каждой марине есть штрафплощадка, тем более в портах входа, то есть... Короче, во всех странах есть порт входа какой-то, то есть там, где сидят косгарды, погранцы и так далее. У них постоянно на причале есть лодки, которые задержаны, арестованы и так далее. То есть на них перебираются нелегалы, на них везут наркоту, их задерживают за какие-то косяки, кто-то бухал, накосячил или какое-то ЧП произошло. Короче, они ее выловили где-то, притащили, просто в море кто-то бросил. Они могут там стоять. И цены на эти лодки не такие, как вы видите, уже нализанные, значит, для продажи. То есть вы промониторьте сайт. То, что я видел, друзья, цены сегодня, на сегодняшний день завышены просто нереально. Ну, я не знаю, почему так. То есть, нереальные цены. За убитые лодки просят конкретные, там огромные деньги. И это, меня это, конечно же, не устраивает. Если, собственно, самый важный вопрос в деньгах, друзья, просто не то, что десятку, в обрез где достать там. Значит, десятка, и то, мне кажется, это на широкую ногу, друзья. Можно и дешевле, за евро, за 2 можно вымутить. Главное, связи, чтобы были и хороший контакт. Как и наш, значит, журналист. Он мог общаться с людьми, он, значит, у него большой опыт, он путешественник и так далее, француз. Он быстро нашел общий язык с этим чувачком. Понимаете, и тот ему понравился, и он ему переписал просто 1 евро, это символическая плата, за которую ты можешь купить лодку. Я имею в виду, при подписании, значит, договора ты типа платишь 1 евро, и адвокат подписывает, что да, все приобрел. Это символическая плата, так он ее отдал, как бы бесплатно считается. Вот такая тема. Поэтому... Смотрите, друзья, лучший вариант, конечно же, это бесплатно. Тем более, если это ваша первая лодка, друзья. Вам пригодятся бабки на то, чтобы ее немножко подшаманить хотя бы. То есть заткнуть те дырки, чтобы она, если вдруг она набирает где-то воду, что-то подсиликонить, взять тюбик клея, значит, сикафлекса и засиликонить иллюминаторы, либо те отверстия, через которые в лодку поступает вода. Короче, чтобы на башку не капал дождь. Это важно. Смотрите. Берете, допустим, договорили, нашли такую лодку. Опять же, это не в одной марине. Вы каждый раз, пока ходите в марины, во все, пока не найдете свою лодку. Вот нехрен тебе делать, не знаю, выходной, проходной у тебя, ты гуляешь, занимаешься спортом, каждое утро куда-то ходишь, допустим, или ездишь в командировке. Просто заезжай в марину, попить кофе, значит, поговорить. Если на ресепшене есть кофейный аппарат, обязательно туда лети, кофейный или чайный, постарайся поговорить, оставляй свой контакт и скажи, что ищешь, это самое, и рассматривай любые варианты. Вот такая тема, пока ты не найдешь лодку своей мечты. Вот такая штука, друзья, смотрите. Если есть бабки, с деньгами и дурак купит, друзья.
Вы же понимаете, если есть бабки, то, соответственно, этот вопрос, ну, как бы, не то чтобы облегчается, уже есть выбор побольше, просто выбор расширяется. Когда бабок нету, выбор как бы сужен, и надо искать. Но я вам серьезно говорю, что, смотрите, за чем-то дельным надо ходить, а говно приплывает само. Ну, короче, так или иначе, из этих марин вам начнут звонить и говорить, что Васяся, появился для тебя очень волшебный кучерявый вариант. Срочно приезжай, с тебя, допустим, Магар или еще какая-то тема. Все, приезжаешь, за 200 долларесов просто берешь себе нарядную яхту со сломанной мачтой, с упавшей, допустим, маленькую, небольшую. Но главное, что там есть какое-то пространство. И говоришь, окей, беру. Ну, смотришь сам. Все, это беру, это не беру. Клей момент, да, и все, и начинаешь ее шаманить. Тут начинается самое интересное, друзья. Начинается, значит, это, как вам сказать, интимные отношения у вас уже с яхтой. Поскольку, то есть, если яхта старая, если она сломанная, сами понимаете, на ремонт, ну, нужны какие-то тити-мити. Просто самое важное, что вы можете починить это не прямо сегодня, если это ваша яхта, а там через какое-то время, когда будет возможность бабулетки, либо спонсоры, либо коллеги, либо еще какая-то тема. Можете с кем-то поспорить на что-нибудь. И, собственно, у вас появятся запчасти, деньги и так далее. Много разных барахолок, особенно в разных, очень развитых странах, где яхтинг. Во Франции просто есть шикарные прям города, которые просто сплошной магазин яхтенный. Турция, Франция, Греция, много где, но не Португалия. В Португалии почему-то с этим большая проблема, друзья. Во Франции, вот выше от меня, я туда, кстати, собираюсь на эту барахолку. Город Брест, запомните, кто с этой стороны, со стороны Атлантического океана. Город Брест, как в Беларуси, побратим. Значит, в этом городе, просто целый город, это, собственно, все для яхтинга. И разборки, и что хотите. То есть туда можете ехать и колупаться, друзья. Колупаться сколько угодно. Если нет бабулеток, я имею в виду. В магазин и дурак зайдет, за бабки купит или закажет по интернету, чтобы никуда не ходить. Чувак, у которого нет денег, короче, надо подкидываться. На самом деле не получится реально просто с дивана что-то ухватить. Раз пролетает какая-то, лежишь на диване, что-то летит по воздуху, ты опа, уцепил. Такое тоже бывает. Блин, но очень редко, друзья. Можно пролежать 100 лет. Вот такая штука. Поэтому подорваться, если прогуляться, то можно, значит, найти. И тем более, если ты любишь путешествовать, то однозначно. То есть запиливайся во все ближайшие марины, звони в какие-то марины. Просто сиди, вот делать нечего. С дивана можно так сделать. Сел на диван, опа, Google открыл, тыкнул, Марина, офис, да, здрасте, здрасте, я Вася Ветров. Короче, это самое. И все, значит, что у вас там с лодками, как обстоят дела, может кто-то отказался, не хочет платить, кто-то скидывает, аукцион, распродажа, скажите сайт, подскажите, как найти, кто владельцы это. Там, скорее всего, владеет информацией, просто зависит от настроения, захотят с вами говорить или нет, это очень важно, друзья. То есть, я имею в виду, главное попасть в канву. Если, значит, один не захотел, звоните в выходной день. Вот смотрите, допустим, вы звоните в будний день, на ресепшене поднимает Вася трубку. Допустим, вы говорите, здрасте, здрасте, Марина, да, что там есть, нету. Короче, он в будний день, да, звоните. В выходной день 100% на этой Марине будет сидеть не этот Вася, а, значит, этот Вася работает неделю. И субботу-воскресенье присылают Васю либо стажера, либо другого. Он из-за того, что хочет, допустим, ну, как-то продвинуться, чтобы ему давали не только выходные дни работать, а сесть на его место, он с вами может начать налаживать конты. Строите себе директора, либо еще какой-то тем. То есть с ними можно пообщаться. То есть если с вами не стало говорить один, звоните, пока не попадете на другого. Вот такая штука. И обзванивать. Вот ты сел, 10 марин обзвонил в своем, там, в своей стране, в своем регионе. Звони в соседнюю, звони в Испанию, в Италию, во Францию, в Грецию, в Турцию. Короче, начинай просто бомбить через интернет. Пиши им письма на это. То есть смотри, короче, на сайтах пограничников, я имею в виду, вернее, этих таможенников. Есть специальные сайты. У них есть городские, муниципальные аукционы. На этом сайте выставляют инфу. В каждом пограничном, где есть пограничный пункт, и таможня. Там есть вот эти сайты, таможенный конфискат, что они продают. И я отвечаю, что мой капитан, вот который со мной работает, Сережа, он купил 4, сука, лодки на данный момент, стоимость которых 200, 300, блядь, 400 евро. И одну за 800 он взял 45-ю лодку. 45-ю, старую, разломанную, все. Погранцы разнесли нахер в пух и прах все, что внутри. 45-я лодка, друзья. Старая, разломана, но тем не менее это лодка. Корпус целый, мачта на месте, друзья. Есть какие-то лебедки, какие-то ящики остались целыми. Они вот, ну, сгрузили эти деревяшки и все. Ему по новой ее надо собрать примерно. Вот такая тема. Понимаете, да? Короче, по поводу цены лодки.
единственное, что вас останавливает, это желание, на самом деле. Вот насколько у вас действительно загорятся в жопе говна для того, чтобы подкидываться, ее себе суетить. Это не так сложно. От нуля, короче, до бесконечности. Я также мониторил сайты. Я просто взял и поставил, знаете, какую тему? Лодки от 1 миллиона, ну и там размер. И их, короче, еще больше, вот этих 1, 2, 3, 5, 10, 15, еще больше, чем дешевых, я имею в виду. И ими владеют люди, это вторичный рынок. Я сижу и думаю, ни хрена себе, сука, откуда столько людей, хуилиардеров, друзья мои. То есть там бабки просто нереальные, отвечаю. Посмотрите, вторичный рынок, просто забивайте сайт, открывайте, вот Boat24, выставляйте, значит, прайс от 1 000 000 евро и наслаждайтесь, друзья. Смотрите, выставляйте, хотите найти работу примерно. Чувачки, если вы, значит, будете владеть капитанскими корками матроса, то есть скиллами, прошли обучение, вы можете попасть к этим людям на работу. В таких компаниях и на таких яхтах туда сложно попасть, друзья, но если ты туда попал, там зарплаты примерно, ну, начинаются от, значит, космоса и выше. Я имею в виду там пятак, это чисто, как бы, ну, я не знаю, тому, кто на шухере стоит, $5000 или евро примерно. Вот такая тема. $5000, 10 зарплата у капитана на большой лодке там за 10-20 мультов может быть там, ну я не знаю, от 10 тысяч евро и там долларов до, значит, до, не знаю, до 20 или 30. В месяц, бляха-муха, друзья. Вот такая тема. Так что первее лодка, значит, либо корки, тут уже надо подумать, друзья. Если уж без выхода, я имею в виду, когда тебе лодка нужна прям сразу, я имею в виду, куда запилиться жить. Это если ты только что вернулся из Индии, сорвал с белевых веревок, значит, простынь голый, я имею в виду, обмотался и пошел по улице. Вот надо сразу куда-то уткнуться, то такой вариант по обзвону Марин, он как раз для тебя. А что касается, если, значит, ты чуть-чуть продуман, есть какие-то скиллы, либо небольшая котлетка, наработки, ты где-то что-то отложил, 100, 200, 300 евро, тебе надо выхватить сразу корку матроса или лучше капитана. Поскольку, когда ты будешь капитан, то корка матроса тебе автоматически прилипает, VHF оператора. И в случае, если капитан на вот этой шикарной, большой, волшебной яхте заболел, запил, не вышел, поссорился, посрался, поругался, и ты находишься в нужном месте в нужное время, ты можешь занять его место примерно, либо он тебя сам позовет подменить меня примерно. И тогда, братанчик, в твою жизнь может ворваться просто большим потоком, вот когда ты на ресурсе, огромные бабки примерно. И ты можешь прямо, короче, с помойки прям запрыгнуть в трон. Вот такая штука, друзья. Сейчас я вам надую немножко паруса, протрем мы фары и отправимся дальше. Так. Какая цена плюс-минус за судно? Я же тебе объясняю, дорогой мой человек, от нуля до бесконечности. Вот и все. Это, ну, цена, это очень-очень просто. Так. Да, спасибо большое, это самое, Жорж ему подсказал. Обязательно с собой в море возьми резиновую марину. Да, Асус Неонов, да. Резиновую Зину надо брать. Так, поехали. Чат мы видим весь. Что-то у нас сегодня он немножко тухленький, но я думаю, что сейчас разгонимся чуть-чуть. Так. Пацаны занимаются своими вещами, либо одним ухом смотрят в какую-то другую сторону. Так, донатов пока еще не было, по-моему. Так, последнее сообщение. Бу-бу-бу. Был последний донат Женьки на конфеты. Это Камрад с Полугаром закидывал еще, друзья, я напоминаю, 15 числа. А сегодня у нас 13. Это 5 дней назад был последний стрим и был последний донат в 2 евро. Это, блин, это круто. Так. Погнали, ребятушки. Дальше. По поводу, значит, недоступности, вы понимаете, да? То есть доступно это всем, лишь бы было желание. Так, можно ли жить на яхте дешевле, чем на берегу? Да, можно, мы это обсуждали, друзья, за яхту, значит, если она у вас маленькая, вы в Марине можете платить до 1000 евро в крутых местах, значит, за квартиру. У вас старт будет месячный, там, минимум от 1000. Вот, например, в Лиссабоне, друзья, вы можете встать на яхте смотрите, можете встать на яхте на буй за 130 евро, значит, в месяц. Если маленькая лодка, даже и того меньше, по-моему, около 100. Это моя 120 или 130 стоила, моя 45-ка. Если лодка 30-ка, примерно за 130 евро встать на буй, там у вас будет, вы сможете подходить, набирать воды, можете, значит, поставить себе солнечные панели, батареи, по крайней мере, у вас это будет. Короче. Это получается, ну, это на буе там. Я в Маринах просто не узнавал. Может, и в Маринах они с вас... Там годовых контрактов нет, и я даже не узнавал про это. Короче, там очередь большая с 2017 года. Ну, короче, на буй встать в Лиссабоне можно, значит, за 130 евро в месяц, друзья. Значит, хату вы
меньше, чем за косарь, просто не найдете. Может быть, какую-то комнатуху вы кому-то вселитесь, но поверьте мне, жить с кем-то, делить какую-то хату, тем более с малознакомыми людьми, короче, и тем более, если, блин, там разные бывают ситуации. У меня есть опыт и в этом плане. Вы просто сойдете с ума, вы быстро оттуда ломанетесь, вы заплатите любые деньги, лишь бы не видеть эти рожи. Вот такая тема. Так. Хай, Donation ссылка обрезалась. На Donation обрезалась ссылка. Ёшкарала. Так, друзья, спасибо большое, что сообщили. Сейчас, одну секунду, я изменю. Так. Ага. Так, друзья, это не обрезалось, ребятушки мои. Ребятушки мои, ребятки. Это другая ссылка, не моя. Сейчас. Страница донатов. Сейчас я поставлю свою ссылку. Извините, да, хорошо, что обратили внимание на это. Так, Ctrl-V. Все. Поддержка канала. Вот по этой ссылке, друзья. Значит, она рабочая. Макс, ну ты говорил, что в Марине не очень приветствуют поток людей на яхту. Так, смотри, дорогой, в смысле, смотря в какой ты Марине стоишь. Ты не то, что поток людей. Вот, допустим, в этой Марине, в которой я стою, тут любой поток людей. Я как-то раз поимел неосторожность сдать яхту, значит, на букинге двум, значит, румынам. И заехала, значит, они приехали вдвоем. А когда я утром пришел их выселять чуть пораньше, друзья, я обнаружил здесь 11 человек, сука, цыган. И они говорят, мы только чай зашли попить в гости. Понимаете? Вот такая тема. А они тут гульдебасили так, что я еле выгнал этот табор. Там в натуре, значит, от мала до велика. Айгуй, Махачкала. То есть, смотрите тоже внимательно, ребята, такая тема. Ну, кому попало, яхты не сдавайте, либо контролируйте, короче, либо тема. Там какая тема еще? То есть, при условии сдачи яхты, когда ты ее сдаешь посуточно, примерно, если ты этим занимаешься, хотя, если у тебя дорогая яхта, я тебе не рекомендую этого делать. Смотри. Посуточно ты сдаешь яхту, ты, короче, когда заселяешь людей, у тебя там есть там опция, то есть сколько человек там заселяется. Допустим, вот моя яхта, там вместимость до 10 человек примерно. Они регистрируются 2, и каждый следующий по 40 евро примерно. Они просто вдвоем приходят, и 11 человек туда залетает. И это опасно, друзья. Я не проконтролирую, меня могли бы просто натянуть. Вот с ними что-то случается, здесь пожар, золотуха, кто-то погиб или ногу сломал. Сразу начинается, собственно, ну, выяснение, разбор полетов однозначно. И они выясняют, что на лодке было не 10 человек, а 11. Все, со страховки я слетаю, мне пенсию платить людям до конца жизни. Вот такая тема. То есть это ответственность капитана, это нужно контролировать. Короче, чуть не подставили меня вот эти ребята. Чавеллы, ё-моё. Вот такая тема. Поэтому, значит, поток людей, смотря где, друзья, в некоторых маринах, вот, допустим, как марина Каиш-Каиш, друзья, в Лиссабоне, там будут за каждого посетителя с вас брать по 25 евро. Вы просто не заходите в такие марины, либо имейте отношения. Друзья, поверьте мне, что, значит, на свои яхты владельцы марины заводят безлимитное количество людей без каких-либо, значит, оплат. Они еще с этих людей берут бабки примерно и могут обилетить марине. Так что, если вы родственник, значит, того человека, который владеет этой мариной, либо близкий друг, я надеюсь, что вас может освободить от этой повинности. Пока у меня таких связей еще, к сожалению, нет. И, кстати, я хотел бы разобраться с этим вопросом, короче, на тему вот этой, значит, как вам сказать, есть такая штука. Я в Португалии звоню, значит, звоню в Марину, говорю, здравствуйте, здравствуйте, у меня лодка такого-то размера, значит, у вас есть места, почем, там, туда-сюда. Он говорит, да, есть места, все, заходите, круто, мы вас ждем на любое время, короче, это самое. Я говорю, отлично, а яхта у меня Маритима туристика. Он говорит, не-не-не, Марина туристика, мест нет. И кладет трубку. И вот так, короче, все марины. Маритима туристика, то есть я коммерческая яхта, которая может возить людей. Они сразу кладут трубку. Я обзвонил все марины, которые находятся в Португалии, все до единой. И все положили трубку, что работать тебе нельзя. Бам, и кладут. Прикинь. Так. Значит, Значит, смотрите, какая тема. И у меня сразу же образовался вопрос. То есть, они, короче, если меня доить как частника, тогда да, ну, то есть, добро пожаловать. А если я соберу... Всего доброго, хорошего настроения и здоровья. О, на резиновую Зиню зашел донат. Спасибо большое. Ни хрена себе, Full HD донат. Ёшкарала. Аноним. Спасибо, братец. Зина. Все, у нас есть резиновая Зина, она уже здесь. We have a Full HD донат. Аноним, спасибо, братское сердце. Мы не забудем твоей доброты. Самый близкий комрад, это у нас анонимный комрад. Либо оставляйте, друзья, свои эти погоняла, потому что, ну, очень интересно, кто-то может не палиться, там, кто-то еще что-то. Оставляйте имена, друзья, я, блин, ну, я буду знать, кого благодарить.
И судьбу, конечно, я тоже благодарю за это. Спасибо огромное. Никогда не доверяйте румынов. Павел Лешко. Не всем, но тем не менее, друзья. Вы же смотрите. Там даже, ну, не румыны, значит, а чавелы, друзья. Хотя против них я тоже не имею. Среди них есть тоже достойные люди, друзья. Не все, но, короче, попадаются фрукты. Контролируйте. Могут и, значит... Не среди них. Yes, 10 евро. Могут даже не среди них, короче, закрасться к вам. Короче, красавчики. Так, беззаботный странник, благодарю. Так, Макс, что так оброс? Братан, в смысле оброс? Мне надо выглядеть респектабельно, друзья. Я худею, поэтому голова визуально кажется больше. Так. А почему так с туристиком конкуренции боятся? Не знаю, ребята, не знаю. Я хочу выяснить это. Я сейчас задаю такие вопросы некоторым типам. И они как-то менжуются. Вообще есть антимонопольная служба. То есть, друзья, я плачу налоги в Португалии. То есть, чтобы поставить яхту в коммерцию, это такой себе, ну, я имею в виду длинный, короче, процесс, за который ты постоянно башляешь. И тебе тупо не дают работать. Вот представь себе, не было бы вот этой Марины, где я нахожусь, это, можно сказать, жопа мира. То есть я оформляю коммерческую лицензию в Португалии, начинаю работать, но мне говорят, ты иди работай там в соседнюю страну, либо на Северном полюсе. Ну, я имею в виду, то есть тебе просто не дают работать. Вот такая тема. И надо выяснить эту шляпу. То есть надо заиметь какого-то лоера, адвоката, либо, значит, начать, то есть через него просто во все инстанции пулять. Даже не по коммерции вот эту тему, а по безопасности разные, короче, прилеты. Надо кого-то начать дрючить в каких-то маринах, примерно, чтобы они даже не отдупляли, откуда прилетает. Значит, а потом как-то, ну, намекнуть, короче. Вот такая тема. Это надо выяснить аккуратно. Имеют ли они на это право, и вообще они там в частной собственности или нет. Но насколько мне известно, марины здесь государственные. Просто ими управляют типы, которые выиграли тендер на, короче, ремонт. То есть вот такая тема. Все марины в Португалии государственные. И кто-то, значит, ее как бы взял в аренду там на 50 лет или что-то такое. Он ее переустроил, сделал там инфраструктуру и так далее. Считается как бы владельцем. Но это надо уточнить, друзья. Это не точно. Вот такая шляпа. То есть вам здесь марину построить не дадут. Вы скажете, дорогой, вот я давайте вот большой, значит, мешок денег, вот давайте построим здесь марину. Тебе скажут, нет, ни хрена. Так, тот, кто надо. Мы на острове Кос снимали Океания 50. А на неделю стоила 4000 евро. Яхта на 10 мест. Никто людей не считал. Так, приветствую, дорогой, я рад вас видеть, это вам крупно повезло, что если не считать, если вы заехали, значит, это больше, чем 10 человек, если бы к вам, я просто вас как бы предупрежу на следующий раз, если к вам подъедет Косгард, друзья, с комиссией и с проверкой, морская полиция, Косгард, либо налоговая инспекция, ребята, я вам отвечаю, что вы... Капитан приедет прям тут же, то есть снимут лишних, вашу яхту загонят сразу же на штрафстоянку и начнется разбирательство. То есть вас зафиксируют всех, отвечаю, то есть имена, данные, кто, когда, во сколько вы там были обнаружены и так далее. То есть его оштрафуют. А если с вами что-то случится с одним человеком, вот с 11-м, с 12-м, что-то случается, он, допустим, ломает позвоночник и до конца жизни не может работать. Капитан выплачивает ему бабки до конца жизни. Даже если это капитан из вашей компании, то есть ваш друг или еще кто-либо. То есть его нагрузят адвокаты, значит, эти. Смотрите, какая тема. Страховая с себя снимает сразу же ответственность, медицинская помощь оказана, допустим, спас вас вертолет, Косгарды, либо вы сами доставили человека, значит, это все. Как только он попадает в больницу и говорит о том, что он пострадал на яхте, начинаются приключения у капитана. Был он там пьяный, не видел, не слышал, короче, это. То есть это капитан отвечает за эти вещи. То есть встает всегда капитан. Это ваш друг, сват, зять. Ну, короче, вот капитан попадает на выплаты вот этому человеку. Значит, ну, все выплаты до пенсии. Вот такая тема. Так что в следующий раз при попытке заскочить на яхту там 10-20 человек, вспомните об этом. Вспомните, то есть вы пострадаете, если вас примут, значит, менты, вам выпишут просто штраф, ну, не знаю, 1050 примерно евро, или что-то около того. Не буду вас пугать, вам повезет, если это будет не 50, а, допустим, 8, 7, значит, или что-то около того. Но оттрахают вам мозги капитану, значит, это самое, его, если он, короче, как-то здесь без визы, выяснится, что кто-то ему дал 10 евро из экипажа, то есть это как-то связано с коммерцией, он не имеет лицензии на коммерческую деятельность. Все, сексуальные приключения просто большие у него начинается. То есть его могут арестовать, поместить в тюрьму, назначить штраф 50 000 евро. Срок там такой, что пока не выплатит, не уедет.
Вот такая штука, друзья. Это я максимально говорю. Может повезти, пролезут, закроют глаза, предупредят, либо снимут. Там уже от вас зависит. Но по закону ознакомьтесь с этими вещами. И, короче, серьезно вам говорю, что это будут большие просто неприятности. Особенно у капитана. Я не знаю, как насчет гостей, но отдых 100% будет испорчен. 100%. Поэтому, если вас, короче, большая банда больше, чем 10 человек, либо берите яхту на 12 человек, либо берите 2 яхты. Не ходите так. И тем более в роли капитана. Не вздумайте ходить. Капитан, матрос, экипаж, какой-то чувак, который за что-то отвечает. Все, вы встрянете. Да даже вы встрянете, если у вас жилета не будет одного. Вот у вас сидит количество, значит, 10 человек, и не хватает одного жилета. Все, ты капитан приехал. Он перед выходом в море не проверил, значит, безопасности, убедился. Все, что всем не хватает. Так, Натали, здесь привет, привет. Так, рыцарь, привет и спокойной ночи. Мне на работу, как обычно. Доброй ночи, Натали. Так. Поэтому, так, везде коррупция, в своих тянут, чужие не нужны. Павел Лешко, совершенно сапоги, да. Везде коррупция, поэтому, значит, как-то надо либо с ними искать какие-то контакты, значит, либо, я не знаю, либо начинать им устраивать веселую жизнь. Но это чуть попозже, друзья. Это начнется веселуха, как только я получу паспорт. А сейчас я ниже воды, тише травы, значит, не хулиганю и руки под пальто. Это, руки под пальто. Так. Вот это ты надул нам паруса. Приветствую, Лео, привет. Макс, комрады, доброго времени суток. Приветствую, приветствую. Всем привет. Да, Алекс Чаннел, привет. Так, всем привет. Сергей Петров, всем привет. Так, друзья, смотрите. Едем дальше. Едем дальше. Так. Повторяю, вот этот ответ был на вопрос, можно же на яхте жить дешевле, чем на берегу. Да, можно, и это намного дешевле. Опять же, ну, блин, смотря на какой яхте. То есть, короче, если вы в поисках сэкономить бабки, экономьте на яхтах, это вариант. То есть, это считается недвижимостью, друзья. Яхта — это недвижимость по морскому правилу. То есть, по морскому закону яхта — это недвижимость. Так. Яхта — это только для миллионеров? Нет, друзья, это не для миллионеров, это значит для любых кошельков, друзья. Это, опять же, мы об этом вот говорили. Второе, как начать путь в яхтинге, друзья? Нужны ли права и какие? Друзья, смотрите, если вы владелец яхты, права вам иметь не обязательно, но, значит, желательно. Я имею в виду права, там, удостоверение, значит, но курс подготовки проходить обязательно, даже если вы не имеете прав. То есть курс подготовки учиться обязательно, поскольку в море выйти может каждый, вернуться не каждый. Если вы посмотрели на ютубчики, там, что куда крутить, куда переключать, так, это самое, как заводится яхта, некоторые типы часто, я в детстве себя тоже ловил на мысли, блин, если бы мне кто-то показал, как включается самолет, как завести, вот я буду идти где-то по лесу, раз стоит самолет и вертолет, как надо это самое, куда нажимать, чтобы его завести, значит, и сдрыснуть. Примерно с яхтой также. Завести ее легко, кнопку нажал, рычаг включил, все, она поехала вперед, рычаг назад. Но дальше начинаются очень серьезные, друзья, приключения. И если вы не прошли обучение, то, скорее всего, вы встрянете, скорее всего. Назад вы не вернетесь. Смотрите. В яхтинге самое первое правило, значит, это просчет маршрута, я имею в виду, просчитать. Вот вы высчитали маршрут, вы, допустим, должны дойти из точки А в точку Б. И самое важное, то есть, когда при расчете вот этого маршрута вы его просчитали, все, вот, допустим, вы выходите. Самое главное, вам туда добраться. И если вы доберетесь туда даже вплавь, без яхты, без экипажа, без гостей, без никого, вот просто в одних трусах. Опа. Бам, блин, благодарю. Так. Я не разобрался, где имя писать. Ха-ха-ха. Опа, благодарю. Жорж, спасибо большое. Я не разобрался, где имя писать. Вот я вижу, Жорж. Это самое, Севастьянов. Жека, спасибо огромное за Full HD донат. Просто щедрость. Я не забуду твоей доброты. Спасибо, брат. Так, короче. Если ты добрался вплавь до точки Б... Yes. До точки Б, из пункта А в пункт Б. Вплавь добрался без экипажа, без яхты, вообще без денег, без документов, либо тебя спасли, вытащили. То считай, что, короче, твое путешествие прошло успешно. А потом считаешь потери. Неуспешно — это когда не дошел никто, я имею в виду ни капитан, ни, значит, ни экипаж, не спасся никто, и лодка потеряна, и вообще не знает, где искать. Короче, вот это неуспешный переход. Все остальное, это, значит, переход можно считать успешным, но не без потерь. Вот такая тема. Поэтому, то есть,
Когда просчитываешь маршрут, важно, значит, не встрять. Также рассчитать, значит, убытки. То есть, как потеря яхты, потеря экипажа, значит, ты там встрял на очень долго или на нет. Значит, и самое важное. Когда ты будешь скилловым капитаном, ты будешь знать, сколько времени у тебя займет. Опять же, в море все приблизительно. Ты не можешь сказать, что, блин, вот у меня там расстояние 1000 миль, я пройду его за 10 дней. Балалайку. То есть ты можешь пройти его там и за 10, и за 20, значит, а может быть вообще не пройти. То есть ты все приблизительно. И когда, значит, ты проходишь обучение тоже в море, где мы находимся, так, установите местоположение срочно. То есть обычно скилловые капитаны говорят вот так, мы находимся... Раз, на планете Земля примерно, где-то здесь. То есть все приблизительно, друзья. Я имею в виду никаких вот точных координат, короче, мест и так далее. Координаты, скорее всего, для, как вам сказать, для, короче, либо суперкоммерческих больших судов, либо для военных. Вот для них важны координаты. Все остальное, короче, как вам сказать, относительно, можно так сказать. Мы плюс-минус где-то здесь, вот там в южном или в северном полушарии, там плюс-минус. Но точно никогда никому ничего не говорите, что я приду в 12 часов там туда-то. Если вы пришли, это круто. Если нет, то это нормально. То есть вообще яхтинг учит не спешить. Поэтому, ребята, скилловый капитан, который просчитал маршрут, примерно высчитал стоимость, сколько будет потрачено времени, плюс-минус там приблизительно, значит, и денег, друзья, и каких усилий. И он дойдет туда целый, значит, невредимый, потратит минимум топлива, минимум времени. Вот это считается скилловый капитан. Вот такая тема, который умеет рассчитать вот эту тему. Так, как, в общем, Португалия, менталитет людей, так, евства. Так, менталитет людей. Павел Лешко. Люди здесь волшебные. Волшебные люди. Они всегда при встрече с хорошим настроением никогда не грузят тебя никакими своими проблемами, плохим настроением. Хоть у них кто-то умер, хоть что-то случилось, я имею в виду, они не показывают свои негативные эмоции, значит, посторонним людям, либо встречным. Они стараются не пугать никого и не портить никому настроение. Вот чему я у них учусь, друзья. У нас на самом деле все кислое, вот это вот, я имею в виду, тебя учат постоянно плакать. Если ты не будешь плакать, значит, у тебя все хорошо, тебе создадут эти проблемы. Здесь обратная обстановка. То есть они боятся обидеть словом, мыслью, делом, каким-то неосторожным словом, интонацией, даже звуком испортить твое настроение. Они тебе стараются его наоборот поднять, даже если у самого, не то что они там нагло врут, даже если у самого какие-то действительно траблы, они ни в коем случае не отнимут у тебя твоего хорошего расположения духа, поскольку уныние это грех, и они, значит, это используют. Это то, с кем я встречаюсь и общаюсь уже на протяжении, ну, более-менее приличного времени, несколько лет, друзья, вот такая тема. Из тех чуваков, с которыми я общаюсь, никогда никто мне не жаловался на какие-то проблемы, что у них какая-то... Это только делал я, друзья. И в чем я очень раскаиваюсь. Я хотел бы попросить у них прощения, я уже это делал. Но, значит, то есть, если у меня какая-то проблема, я сразу, по телефону и говорю: Вася, у меня такая проблема, давай реши, меня тут трахают, либо еще какая-то тема. И они на меня постоянно смотрят с круглыми глазами. Они мне помогают в этом, друзья. Значит, это... А когда у них какая-то проблема, они его преподают мне как вопрос и, как вам сказать, как квест какой-то, типа, помоги, короче, решить, как бы, вот такую интересную задачу примерно. Можешь ли ты это сделать, сколько это будет стоить и так далее. Там нет вопросов, короче, что, типа, реши мне вот эту тему и все. Как у нас, короче. Если ты знаешь, что кто-то решает проблемы, ты прешь к нему, и он тебе решает. Тут решают проблемы без претензий, я имею в виду. И тебе представляют их проблему как какой-то квест. Очень вежливо, культурно, если у тебя время, там, и так далее. Опять же, я не говорю за всех, друзья, это тот круг, с которым я общаюсь. Вообще, на самом деле, свою жизнь здесь я начал с того, что очистил свое окружение практически от всех людей. То есть я просто поудалял записные книжки, телефонные, контакты все посливал, завел новые аккаунты. У меня есть как бы и старые. Я их сохраняю в облаках, если мне кто-то нужен дотянуться до кого-то из старой жизни. Все контакты у меня как бы есть, я имею в виду, я смогу там дотянуться. Но пока они мне не нужны, и полет нормальный, в принципе. Те, кому я как бы не нужен, они тоже отсеиваются сами. Те, кому я нужен, но кого видеть не хочу, я их как бы добавил в черный список примерно. Вот такая штука. То есть свое окружение я вычистил и начал ассимилироваться в португальскую, значит, жизнь. Я хочу стать Хуаном Карлосом Дель Вильяром, там, Роберто Гонсалесом каким-нибудь в следующей жизни, это однозначно. Ну, как бы я имею в виду, следующая жизнь, нужно переродиться, нужно убить в себе Шарикова для того, чтобы стать достойным членом
значит, португальского общества, друзья. Вот такая тема. Поэтому я стану, значит, сеньором уже в ближайшее время, друзья. Вот такая тема. И вот когда я буду сеньором-помидором, значит, тогда и поговорим. Ну, из себя надо выдавить раба, действительно. Я считаю, что у них не рабская прошивка. Тут не привыкли подчиняться. Люди имеют себе не то чтобы там цену или это. Тут привыкли общаться примерно, ну, как минимум на равных. Ну, то есть они держатся с достоинством, причем не выпячивая его. То есть тебе не вываливают, то есть ты что там это, то есть тебя не гнобят, как это принято в некоторых местах. Я сейчас не буду говорить где. Тебя не гнобят, тут очень крутые типы. Так, о, Макс вещает, привет, Кэт, привет, друзья, рад, кто подошел. Ребята, если вы не подписаны еще на наш канал, рекомендую вам это сделать, поскольку самые интересные стримы выходят внезапно, вы это знаете. Так что я рекомендую, друзья, в Португалии тоже, как бы, ну, общайтесь вежливо, не грузите чуваков проблемами, старайтесь их решить, конечно, если они у вас есть, старайтесь искать ответы на них и выходы, но не старайтесь испортить, значит, своим, плохим настроением, настроение встречающимся на пути, значит, людям. Вы ж не знаете, что у них происходит в основном. То есть старайтесь как-то подбодрить, поддержать. Видимо, в этом и есть спасение, друзья. Когда выходишь на улицу, у тебя там жопа в жизни. Они тебе улыбаются, как-то тебя подбатривают, шутят с тобой. И это, это круто. Это лучше, чем все остальное. Так, а так бы он тебе бы просто подкинул. Мне кажется, если ты попробуешь с ним прокрутить такой фокус с проблемами, он тебе ответит на это просто. Он скажет, ты знаешь, ни хрена себе у тебя какие траблы. А я думал, у меня у одного жопа. Вот слушай, и начнет тебя грузить своими проблемами. Понимаешь? Так, Макс, когда будет набор на обучение по яхтингу? Друзья мои, набор уже происходит уже сейчас. Можете звонить, значит, и бронировать. Набор, смотрите. Набор уже происходит. Опять же, друзья мои, смотрите, по круизам и яхтингу вообще в целом. Еще раз говорю, существуют некоторые компании, но вы выбираете себе типов, которых вы знаете, которые вам нравятся, с кем вы сможете наладить отношения. Вернее, общение нормально, действительно вежливое, культурное, не рычать друг на друга, не меряться пиписьками, кто круче, не загонять там под шканарь кого-то, значит, из скольки. Выбирайте себе примерно чувачка, желательно чуть-чуть выше, может быть, по развитию, либо чуть более скиллового, чем вы, в определенных вопросах. Опять же, я вам серьезно говорю, тренер — это, значит, чувак, который обладает информацией, то есть у него, значит, табельный интеллект, так называемый, то есть на работе у него есть некоторые функции, и, значит, выбирайте себе такого чувака, который шарит за вот эти вещи чуть более лучше, чем вы, и он вас научит тогда. Если вы наберете, значит, возьмете себе, значит, в тренера чувака, которого еще самому надо учить, это будет... Вы просто не получите хороших впечатлений, получите нервотрепку и будете делать все сам за него. Вы еще его будете учить. Это плохо. Так, Жека, я вас покидаю. Дорогой, доброй ночи. Да, если тебе на батрачку завтра вставать. Доброй ночи. Спасибо, братанчик, за поддержку и донат. И за лайки, друзья. Не забывайте их ставить, пожалуйста. Либо я не все вижу, либо, у меня не все отображается. Сейчас, секунду. Также голосование. Жека проголосует. Там голосование было. Так. Ага. Отметки нравятся 24, 50, значит, в эфире. Погнали. Так, уныние может пробить нас очень сильно, да, но мы должны ему противостоять, находя радостные моменты и замечая даже просто позитивные мелочи. Да, надо научиться улыбаться воробьям и солнышку, друзья, хорошему воздуху, либо не очень, поскольку мы могли бы быть вообще на нулевой отметке эмоциональной, то есть я имею в виду, нулевая — это когда ты мертв, не испытываешь никаких ни негативных, ни позитивных эмоций. Так что это самое, если вы еще живы, даже если что-то болит, надо как-то находить радости в том, что, имеем. Понимаю, что это не всегда легко, но тем не менее. Так, поэтому учиться обязательно, друзья. Учиться у тех типов. Даже если нет денег на плату, изучайте это вообще. Очень много информации в открытых источниках, очень много уроков, которые преподают. Можете читать лекции онлайн, друзья. Там какая тема? Самый сложный вариант — это с расчетами. И самое сложное — это астронавигация из того, что существует здесь. Но это уже для скилловых типов, это для оушен-мастеров и офшоров. Астронавигация, как, значит, высчитывать по звездам и так далее, по разным небесным телам. Как ты можешь высчитать свое местоположение, значит, и курс. Так.
Вот такая штука. Но об этом позже. Начинайте с простого. Значит, простые уроки онлайн открывайте и учите. Потом вы можете выучить огни, свод сигналов, правил, азбука Морзе. Вот эта штука, значит, VHF переговоры и все остальное. Это вам пригодится, поверьте мне, даже если вы не будете обладать корками, вы будете обладать скиллами. В любом экипаже вы зайдете за своего. Если у вас есть просто знания, вы об этом хотя бы что-то читали, то вас возьмут быстрее, чем того, кто не читал ни хрена. Вот, допустим, если будет выбор примерно. Раз, кого взять в экипаж срочно, бесплатно, либо еще заплатить. Стоит скилловый капитан, да, то есть офшор, стоит, значит, бербоут шкипер, и вот разбирает, допустим, уходят спортивные яхты через океан, либо не спортивные, кого берут. Вы же понимаете, что чувака без скиллов и без информации возьмут в последнюю очередь. Открыть вот эту штуку, прочитать, отвечать, там просто одна страница, я имею в виду свод, сигналы, там азбуки Морзе, одна страница. Прочитал ее, запомнил, 3 раза постучал, 1 длинный, 2 коротких примерно, все, подал гудок, я имею в виду, и понял, да, что это значит. Все, прочитал азбуку Морзе. Также, значит, VHF переговоры, там всего 3 сигнала и основные, как бы, моменты, по которым, то есть, что ты должен объяснить, тоже на английском языке, примерно, тоже их прочитал. Все, ты уже знаешь. Ага, все, ты можешь проехать за VHF оператора, знаешь, как вызвать подмогу в случае, допустим, тромба у капитана, либо, значит, отъезда его, ну, выпал за борт, либо еще, ты сможешь вызвать помощь. Братанчик, это значит, твои скиллы, они помогут тебе, не кому-то. Поэтому обучиться можно, даже без лицензии, без денег, друзья. В открытом доступе очень много разных штук. Но об этом мало кто говорит, особенно из тех типов, кто продает курсы. Они просто говорят: Вася, дорогой, это мой хлеб, приходи ко мне, я тебя всему научу. Вот такая штука. То есть такой инфой делятся мало людей. Поэтому, если будет интересно, я вам скину материалы эти, если нужно. Будьте, значит, будьте любезны, просто общайтесь нормально. Не начинайте выеживаться. Мы тебя нашли, зачем нам еще кто-то? Отлично. Так, это очень радует. Когда будет набор? Друзья, набор уже осуществляется, набор уже есть. Это самое. Смотрите, все зависит от того, где вы находитесь. Значит, это. Я вас могу просто подкинуть, чтобы вы далеко там не ехали, не тратились, экономите или нет. Я имею в виду, допустим, посоветовать вам, куда пойти учиться, то есть к своим шкиперам, куда попасть легче, в безвизовую страну, в визовую страну. Есть у вас виза, нет. То есть от этого многое зависит. То есть перелеты и все остальное. У меня есть контакты с капитанами, допустим, и вы можете, может быть, так получится, что на месте я вам порекомендую школу. Так, согласен, что есть много вопросов в интернете бесплатно, но это точно не про яхтинг и круиз. Мне так кажется, думаю, лучше практику получать сразу у грамотного кэпа. Согласен, друзья, да. Согласен. То есть есть действительно такие инструктора, у которых, ну, которые не обладают опытом. Он теорию как бы выучил, на зубок отскакивает. Он умеет разговаривать и продавать свои курсы, ребята. Скилловый какой-то капитан без владения интернета будет сидеть, короче, у него просто не будет, значит, как бы курсантов. Отвечаю, есть таких много очень типов. Они взрослые типы, прожаренные, там у них по несколько кругосветок, значит, у них несколько это. Либо они заняты, в интернете не шарят, либо у них сарафан, свои чувачки как бы есть, но они в интернете не лазят. У него телефон кнопочный, и не знаю, он, значит, не знает, как им пользоваться до конца. Вот такая тема. Он не знает, как смс-ку отправить. Просто алло, мама. Может позвонить вот так, я имею в виду. А так он может обладать опытом. То есть сейчас продаваны в основном. То есть я смотрю как бы школы, я имею в виду в основном продаваны. Те, кто делает классно рекламу, они продают, у них есть люди, короче, и вот такая тема. Но на самом деле это тоже, как вам сказать, чисто продажи. Там быстрее, скорее, бегом, короче, это будете вы все делать сами. Я имею в виду, иногда будет мало что понятно, у них как бы нет времени, они вас загрузят как бы материалом. Все выучил, не выучил, допустим, это. Где-то могут закрыть на какие-то глаза, что-то подсказать, где-то сделать. Но опять, такие капитаны, которые вас не подготовят, действительно не предупредят об опасностях, делают вам, сука, медвежью услугу. Вы можете встрять реально в неприятную ситуацию, если вам не расскажут, на что именно нужно обращать внимание. Это важно. На какие-то основные моменты. И поверьте мне, что, значит, когда вы просто, значит, получаете какой-то 2-недельный примерно курс, я не знаю, недельный, там, 10-дневный интенсив и так далее. Вы не будете знать всего и сразу. Вы будете знать основные моменты, а дальше вы будете развиваться сами, это однозначно. Что касается опыта переходов, никто вам на словах этого не объяснит, даже за несколько часов. Отвечаю. Так, Макс, не читал случайно книгу «Океан вне закона»
и Энна Урбиноя. Нет, дорогой, я давно не читал книг, надо, блин, что-то почитать. Я в основном сейчас читаю правила. Вот сейчас я на португальском языке начал изучать их литературу. То, как они преподают вот это морское дело, то, как называются разные штуки. То есть, как называется левый, правый болт, как называются огни, как называются некоторые команды. Это все различается, друзья. На греческом у них своя школа. Опять же, каждая страна учит на своих языках. Это сложно. Есть международные школы, которые учат на английском, друзья. И у них есть инструктора, которые разговаривают на вашем языке. Допустим, русскоязычные инструктора, приписанные к международным школам, они вам помогут, значит, войти в этот мир яхтинга. Вот кого вам нужно искать. Так. По-моему, меня родили с депрессухой всю жизнь. Эта тема в грудину. Держусь, показываю ей фиги. Так, из последних сил. Миру мира. Приветствую, дорогой. Мне тоже так казалось, но на самом деле я ошибался. Иоганн очень сильно раскрывает эту тему. Обращайся к нему, можешь на консультацию. Он тебе поможет просто. Он тебе поможет разобраться с этой темой. Ну, вот именно с депрессухой. Как себя не насиловать. И что тебя это крутят бесы, я имею в виду. И тебя заставляют вот так думать. Вообще, на самом деле, как бы он много раскидал. Он вообще основную часть страхов убрал у меня Иоганн. Я до этого тоже был как бы, ну, такой параноик, и так сам боялся потерять свою жестянку никому не нужную, я имею в виду это самое, и он меня снял с этого колпака, он научил меня улыбаться, я тебе отвечаю, без прикрас, он тебе быстрее все это объяснит, я как бы основные моменты понял, но именно так раскидать, именно по адресу, я так не в состоянии, как он, поэтому, братанчик, с этим вопросом к Иоганну, он тебя развальцует все очень быстро. Реально, за час он тебе снимет тебя с колпака, и ты будешь ходить после этого с воробьями здороваться. Так. И улыбаться хорошей погоде. Так, мир, бро, дело не в тебе. Ты родился на территории, где радость и счастье под запретом. Сгоняй в Азию или латинку, вот увидишь. Да, я, кстати, тоже. Со мной же Женя сейчас тусуется, и я часто проверяю. То есть я иногда начинаю на нее рычать, и вижу ее искренне непонимающие глаза, что она, блин, это. Она не понимает, откуда во мне столько, значит, ну, я рычу, причем без особой злобы. На какой-то момент, допустим, особенно, знаете, что меня раздражает, мне надо это убрать у себя вообще. То есть я и говорю какую-то тему, вежливо, культурно, там, несколько раз, я имею в виду, там, 10, 20, 30, 100 раз, и она делает одно и то же, я повторяю, ну, бесконечно. И в какой-то момент она опять это делает, я начинаю рычать, и все, она больше этого не делает. Я не знаю, с чем это связано, возможно, это действительно бесовщина какая-то, то есть, зачем, как бы, ну, то есть, как только начинаешь рычать, она начинает это делать нормально. Меня это тоже, ну, начинает раздражать сам факт вот этого. То есть говоришь 100 раз, я не знаю, 1000 раз можешь говорить одно и то же. Вот я ее даже, знаете как, я ее сажаю просто и говорю, так, смотри, садись, я уже понимаю, что это за фигня, садись, я тебе сейчас объясню. И начинаю объяснять, повтори, говорю. Она начинает повторять, я говорю, еще раз повтори. Или это, начинаю, и, короче, вот так 100 раз я ей объясняю. Зараз я говорю, еще раз объяснить, еще, то есть вот начинаю, короче, ее еще раз, чтобы она поняла, чтобы не рычать. В определенный момент. Я начал ей повторять, значит, по миллиону раз. И иногда, значит, когда рычу на некоторые моменты, она, блин, она аж пугается. Вот такая тема. У них нету такой штуки. Улыбается каждый день, несмотря на то, что темная. Друзья, я имею в виду радости у нее больше, чем у меня. Как бы, значит, это, в большой мудрости много печали. Наушники с вентиляцией нет, к сожалению. Хотя, я не знаю, может быть. Может быть. Друзья, я наушники, чтобы не отвлекаться на внешние шумы, одеваю. Поскольку я человек беспокойный, и какая-нибудь шорох там любой, он меня отвлекает, значит, и от мысли, и, значит, от разговора. То есть я начинаю бежать проверять, что там случилось. И могу забыть, что я стримил. Борис Рыцарь, двое моих настоящих кентов на этом мире, остальные лишь знакомые. Вот-вот. Друзья, а у меня, блин, у меня теперь виртуальные только друзья. Иоганн Себастьян виртуальный, я имею в виду. Я знаю, что он есть, существует, я имею в виду. Но я с ним не виделся уже очень долго, блин, и это. И я не знаю, на самом деле, считает ли он меня таким другом. И еще несколько человек. Так, Георгий. Вашко. Добрый вечер, капитан. Приветствую, Георгий. Друзья мои, подкиньте, пожалуйста, лайков. Что-то сегодня стрим вообще у нас не двигается на эту тему. Хотя тема просто как никогда актуальная и живая. И сегодня стрим без всяких матюков, друзья. Так, поэтому, как научиться управлять яхтой с нуля? Ребята, смотрите, летите в ближайшую школу, там, где есть. Я вам серьезно говорю, что даже если вы попадете просто в канву, смотрите, если вы залетите в школу, вот есть школа, да, и там только что-то продают, я имею в виду. То есть с вами не общаются, пока вы не заплатите. Туда не ходите.
Я имею в виду не то, что не ходите, если денег нет. Если деньги есть, ходите вы, короче, как вам сказать, если деньги есть, заходите. Если денег нет, если это ваш старт, просто с улицы, хотите прорваться, все, перейти туда, где ремонтируют лодки, если у друга есть лицензия, по-любому, когда-нибудь настанет день, когда ему нужно будет с кем-то выйти. Если вы уже прочитали теорию, вы как бы знаете какую-то тему, он вас с собой возьмет. Если вы третесь возле школы где-то, что вы как бы в доступе, и значит это, и там будут знать, что вы интересуетесь этой темой, у них будет либо соревнование, либо недобор экипажа, либо еще какая-то тема, и вас возьмут тоже. И вы там обзаведетесь связями. Вы, значит, начнете общаться с чуваками, с капитанами, и, значит, это... И начнете понимать, о чем они говорят примерно, и как что называется. То есть над вами там не будут, скорее всего, стебаться. Это чувачки в основном заняты своими какими-то, значит, не то чтобы проблемами, идеями, высчитыванием маршрутов и так далее. Могут поделиться мыслями. Круг общения, как бы, круг общения, он сильно очень влияет. Поэтому, если у вас в кругу общения только капитаны, и у которых там свои яхты, которые куда-то ходят, тренера и так далее, поверьте мне, что это будет постоянно на повестке дня. И вы у них узнаете намного больше, чем, собственно, сидя с торчками где-нибудь в подъезде, нюхая клей. Вот такая тема. Там вы можете тоже получить впечатление, даже может быть мощнее по своей силе, но, блин, я не знаю, настолько ли полезны они будут для вас. Так. Так, Макс Борис, такая же ситуация. Друзья только виртуальные, в реале только знакомые оленяки. Да, очень круто, что есть интернет, ребята. Короче, вот когда не было интернета, прикинь, ты был замкнут примерно вот с этими людьми. То есть, которые реально, ну, просто отбитые. Тебе казалось, что вот ты на них смотришь целый день, ты думаешь, сука, такие отбитые везде кругом. Вот это очень сильно пугает. Ну, когда ты открываешь интернет и видишь какой-то тип, что-то вещает, отвечай, у меня есть такие примеры. Я имею в виду Яган, Себастьян и так далее. Мне становится настолько приятно, что этот тип существует, что просто капец. И который разделяет реально вот эти мысли. Причем здраво, логически, то есть обоснованно. Короче, тебе по любым, значит, пунктам отвечает на все вопросы. В цвет. Ничего не скрывает, не утаивает, не хитрит, не юлит. Это очень понятный человек, но настолько глубокий, что ты не догоняешь порой те вещи, материи, то есть о которых он говорит. И причем простым, доступным языком. Вот такая тема. И разжевывая это все как дауном. То есть вот и все, ребята. Я имею в виду, что интернет просто невероятная штука, поскольку сейчас, глядя на тех типов, с кем я родился, да и каким я сам был, собственно, идиотом, я имею в виду там в детстве и все остальное, блин, я просто поражаюсь тому, что, блин, я мог бы так дожить до старости, если бы не такая штука, как интернет. Вот и все. Поэтому, друзья мои, виртуальные друзья, у нас есть, расширяется выбор. Когда ты живешь в одном дворе, тебе с чуваками с другого двора, не дай бог, с квартала, вообще общаться запрещено, поскольку там постоянно битва район на район, подвал на подвал, ты с этим общаешься, те не рукопожатные, короче, там еще какая-то тема, то есть свои группировки, вот эта тема, и ты замкнут среди этих дебилов постоянно до конца жизни. Все, твоя, значит, ты в своем кружке живешь, значит, и варишься в своем котле, да, вы рэперы, а вы панки, все, и давайте друг друга бить. Все, ты, короче, ты замкнут. То есть вот раньше было так, то есть тебя никуда. Сейчас у тебя выборка большущая. То есть ты можешь выбрать того чувака, именно с кем разделяешь, значит, взгляды, то есть основную часть. У кого можешь чему-то научиться, ты можешь его перерасти тупо. И найти себе еще что-то более крутое. Но, тем не менее, рост твой будет заметен. А если ты со своими идиотами общаешься, то у вас, скорее всего, короче, либо вы будете холодные, либо заедете на тюрьму. Вот такая тема. И там уже будете общаться с еще более веселыми людьми. Я думаю, яхтинг надо начинать с изучения английского языка. Это не только яхтинг, друзья. Английский язык в любом случае вам пригодится в этом мире. Даже без яхтинга, при любых, значит, движениях, поездках. Ввиду того, что мы вынуждены в этом мире постоянно скорбь иметь, я имею в виду передвигаться. То есть, я имею в виду, война, как бы она в любой момент, дураки могут начать скакать в любой из этих психпалате. Мы в большой больнице, значит, и между палатами придется бегать. Без английского языка бегать будет намного сложнее, чем, значит, владея английским языком. Поэтому это базовое, короче, по умолчанию. Если есть дети, учите их английскому языку, и они вас, возможно, значит, в какой-то момент на себе вывезут. Я имею в виду, благодаря тому, что вы их английскому научили. Это то самое крутое, что вы можете им дать.
Так, миру мир, да, я понял, просто хотел помочь себе своим опытом. Мне еще очень помогли гири, втянулся в гиревой спорт, очень классная тема, и настроение улучшается после тренинга, держишься пару дней. Да, друзья, кому что помогает, спорт это нужная тема, ребята, следите за здоровьем, бросайте курить, вредные привычки, старайтесь по ним бить. Ребята, напоминаю, что я не курил уже сигареты, табака с 23-го, с 3-го, я с 23-го чуть не сказал, с 3 января, 2 это был последний день, когда я употреблял алкогольные горюче-смазочные материалы, и, значит, и курил бациллки. Это был мой день рождения, ребята, и все. И я, значит, с тех пор я табака не нюхал. И алкоголь тоже не употреблял. И это радует. Начал сбрасывать немножко вес, делаю небольшой ролик. И, значит, стараюсь как бы двигаться, шевелиться. Вроде мне стало полегче намного после этого. Так, я просто сам по себе депрессивный могу, так, да и пригубить должен был, так, да и погибнуть должен был еще в детстве раз 5, точно один раз посинел и пятнами пошел, достали с того света, думал, это на психику тоже повлияло. У меня такая же фигня. Так, Кирилл Фридом, приветствую, да, старый дворник, спасибо, бро, за поддержку, не забуду. Так, миру мир, не отчаивайся, братанчик, раз ты еще здесь, раз ты меня видишь, то все у тебя круто. Так, смотрим. Поэтому... Путешествовать. Так, можно ли путешествовать без опыта? Да, можно, друзья, путешествовать, но, блин, желательно подготовиться. Путешествие вообще это такая штука, ты выходишь из дома за хлебом в магазин, это тоже путешествие. Если тебя, значит, по дороге отмутузили гопники, это значит путешествие с приключениями, ребята. Я имею в виду, если ты знал, что там гопники и пошел туда, значит, и тебе дали звездюлей, ты лох, короче. Я имею в виду, виноват ты. Если ты не знал, что там гопники, и ты пошел туда, тебе дали звездюлей, опять виноват ты, поскольку, значит, ты не знал, куда идешь. И прежде чем куда-то отправиться, ты должен выяснить и просчитать, то есть просчитать маршрут, как я и говорил, в принципе, то есть на тебе лежит ответственность, это не только капитанская, поход в магазин, на работу и куда угодно. Если с тобой происходит какая-то шляпа неожиданная, твоя ошибка в том, что ты ее не предусмотрел. Рассчитать это возможно, друзья, я вам отвечаю. Возможно рассчитать. Это может быть либо как бы наказание, либо с вас сняли защиту. Я имею в виду, и с вами что-то произошло такое ужасное. Но в основном прилетает по адресу, вы будете знать, откуда и за что прилетело. Вот такая тема. Об этом чуть подробнее может рассказать Иоганн Себастьян, друзья. Так, что мы подвисли, что ли? Я шкарала, опять висим. Ну, что такое, а? Или не висим? Или это просто ютапчик подзависли гонца? Сейчас, я извиняюсь. Новое расширение доступно удалить. Так. Сейчас, друзья мои, я 1000 извинений, подвис ютапчик у меня. А в ОБС вроде бы идет. Да, в эфире есть эфир. Угу, отлично. Так, смотрим. Да, есть. Поэтому, ребятки, просчитывать маршрут ваша святая обязанность. Значит, путешествовать можно, значит, и без опыта, но желательно... Короче, ознакомиться с информацией, то, что вас ждет. Поэтому гуглите свод правил, сигналы, флаги. Какие сигналы, значит, бывают? Огни, значит, и навигация. И постарайтесь немножко ухватить. Много разных школ, онлайн-уроки, там вежливые, культурные, значит, как вам сказать, френдли учителя, инструктора. На самом деле, основная масса из тех типов, кто является инструкторами, очень мягкие, педантичные люди. Значит, с ними даже, наверное, веселее будет, чем со мной. То есть пообщаться и поговорить. По крайней мере, они вас не будут раздражать или еще какая-то тема. Какая штука. У них есть онлайн-уроки. Открываете просто тупо и, значит, ознакомливайтесь с ними. Могут вам, значит, не знаю, в качестве бонуса или еще какой-то штуки скинуть какие-то видеокурсы, и вы, блин, более конкретно вникните. А потом уже присоединившись, значит, к путешествию без опыта, это в основном перегоны. И опять же, в перегонах, допустим, тоже требуются часто люди. Скилловые капитаны стараются переходить за бабки, да, в переход идти. Я в перегон. То есть, я имею в виду, они ищут возможности, организовывают сами перегон, все просчитывают и идут. То есть, в перегоны подкидываются в основном либо неопытные чувачки, значит, которые бесплатно идут, либо новички, которые хотят обладать опытом. То есть, они получили корки, прошли обучение, им нужны какие-то скиллы. У них есть капитанская корка, но он, допустим, мало ходил, он ее только получил, неделю был, либо в чартере где-то и он хочет пройтись со скилловыми. Старайтесь стремиться к скилловым капитанам, которые уже куда-то ходили, я имею в виду, имеют опыт, с ними пройти, поскольку это будет легко, вы узнаете очень много нового, значит, и они вас могут как бы обучить, поскольку невозможно дать больше, чем имеешь, друзья, и капитан, который сам не отдупляет, что творит, такие тоже, кстати, бывают, сука, они с деревьев слазят и как-то попадают, значит, на большие корабли, на маленькие,
на самом деле пообщайтесь с торговым флотом, вы узнаете, то есть чуваки послазили с пальм и, значит, начали рулить кораблями. В некоторых странах можно встретить идиотов, ну, значит, и в море даже. Их поменьше, конечно, чем на земле, но тоже бывают. Так что, какая тема? Значит, старайтесь путешествовать без опыта со скилловыми капитанами. Он берет к себе чувачка, допустим, в перегон. Обычно объявления выглядят так. Допустим, такая-то яхта такого-то числа отправляется оттуда-то, туда-то, допустим, из Италии в Грецию, в Турцию и так далее. Перегон, переход, там так пишут. То есть не коммерция примерно. То есть только судовая касса и топливо. Выглядит так. То есть вас берут с собой на то, чтобы разделить с вами расходы на перегон. То есть капитан, допустим, взял бабки за перегон, я имею в виду там 1000-2000 евро. И, соответственно, берет вас, чтобы можно было поспать, отдохнуть, короче, ему, пока вы там на вахте сидите, рулите, он может, значит, поспать. Либо лишние руки, как бы, это не помеха в переходе. Все равно, то есть, и вы еще плюс при этом, как бы, покупаете пополам там еду и топливо, примерно. Все, и стоянки в маринах платите с ним. И вам это обойдется, там, ну, не знаю, смотря на сколько долгий переход, там, я не знаю, 100-200 евро примерно вам может это обойтись там за неделю. А 100-200, там, может быть, 300. А ему, значит, как бы, вам опыт, ему помощь. Вот такая тема. Брать чувака вообще без опыта, друзья, капитаны не хотят. То есть, если ты вообще никуда не ходил, тебя, скорее всего, не возьмут. Он лучше пойдет сам, поскольку это, блин, нагрузка. Я имею в виду, это нагрузка, когда чувак вообще не отдупляет, то есть турист, он может наломать дров. Поэтому изучайте теорию, значит, до того, как вы отправитесь в путешествие. Вот такая тема. Не изучав теорию, можно только ехать отдыхать, просто в круиз, посмотреть, как это, получить какие-то впечатления. Отвечаю, любой яхтенный переход, даже на маленькой лодке, на старенькой, на новенькой, не оставит вас равнодушным. Если этого никогда не было в вашей жизни, отвечаю, друзья мои, что, значит, если это случится, вы этого не забудете просто никогда. Это железобетон. То, что вы ели там, я не знаю, на прошлой неделе, это вы забудете, конечно, то, что вы делаете каждый день. А то, что случается раз в жизни, 100% останется с вами на всю жизнь. А если вы еще что-нибудь подснимете, так это вообще капец. Будете вспоминать с теплотой. Главное, чтобы с вами ничего не случилось. Так, ты не представляешь, сколько раз я ходил по краю, чуть сам не сдох, был близок, но это не повод грустить, если ты еще раз, значит, если здесь, значит, ты нужен, пойми это. Совершенно верно, братанчик. Насчет края, ты думаешь, моя жизнь выглядит как бы сплошная безопасность? Я бы так не сказал, я вообще не понимаю. То есть я живу не благодаря своим действиям, а вопреки, братанчик. Потому что если бы все срослось, то, чего я хотел бы, то, что я творил, как бы, или я получил бы то, что заслужил, меня бы уже давно не было, я бы умер бы еще маленьким, реально. Вот такая тема. Поэтому, блин, это все как-то происходит, не от меня это зависит. Но я стараюсь как бы не приближать свой конец, как могу. Так. Так, что делаешь, когда заболел, как лечишься, в больницу ходишь, сколько там стоит лечение? Да, друзья, я хожу в больницу, для меня сейчас, у меня есть там медицинская европейская карта, я имею в виду, в любой стране, у меня есть страховка и вся эта шляпа. Я имею в виду, я не болел, тьфу-тьфу-тьфу, я имею в виду, но в случае, если я заболею, конечно же, я сам себе поставить ласты сумею. Короче, это самое, я имею в виду, конечно же, я пойду в больницу, друзья. Если что-то какая-то тема будет, но слава богу, я не был, значит, ни ранен, ни убит, и, значит, никакая болячка на меня не нападала. Блин, может быть, это начнется чуть попозже, но я постараюсь подстраховаться. Я имею в виду, есть страховка, есть, значит, social insurance, вот эта вот вся фигня. Социальная страховка, там помогут в случае чего. Ты имеешь в виду, если ты в больнице в открытом море, смотря, что с тобой случилось, смотри, какая тема. То есть нуждаешься ли ты в срочной госпитализации, либо ты можешь подождать, можно ли тебе оказать эту помощь на борту, либо срочно надо вызывать вертолет. Все от этого зависит, смотря на какой отдаленности ты там находишься от берега, то есть и такие сигналы, значит, подавать, там, Мэйдэй, там, или, значит, Пан-Пан. То есть, если ты сломал руку, то ты там можешь до берега там дотянуться, я имею в виду, если ты не сдохнешь прямо сейчас. А если у тебя какое-то просто чрезвычайно, ты сдыхаешь, то, конечно же, это Мэйдэй. За тобой прилетит вертолет, либо подъедет огромное судно, у которых есть доктора на, значит, я имею в виду, в экипаже, я имею в виду, военное судно и так далее. Тебя могут там военный корабль, значит, подобрать и, значит, оказать тебе помощь именно у них на корабле. Я имею в виду, там тоже есть профессионалы. Вот такая тема. То есть, либо есть спасатели. Поэтому, ну, насчет этого, как бы, да, может быть, это будет немножко дольше, чем ты просто из дома у себя выскочил или вызвал скорую, к тебе там через 5 минут приехали, если ты в большом городе живешь.
Тут, конечно, да, это даже не до деревни куда-то доехать. Это, блин, надо целая спасательная операция. Но, тем не менее, она тоже организовывается. Время иногда, значит, многое решает, друзья. Но, тем не менее, здесь это также, ну, также реализуется. Миру мир. Не, вообще, если честно, очень помогает встряска. Да, братанчик, миру мир. Меняй местоположение, куда-то съездить за впечатлениями, братан. Может быть, ты просто завис в одном месте, как-то топчешься. Тасуй колоду. Если ты оказался в какой-то ситуации, в каком-то месте, городе, значит, либо на батрачке, и, значит, у тебя все из рук вон плохо, перетасуй колоду. Куда-то сдрысни на несколько дней. Если, короче, тягость прям не в многоту, сдрысни, значит, за впечатлениями. То есть в новый мир, чтобы были новые люди, новые места, с чем ты не сталкивался. Мозг отличается, поверь мне, на эти штуки. И постарайся, пока ты в новых местах, понаблюдать за чем-то красивым. Я имею в виду, и то, что тебе может понравиться. Найти в чем-то красоту или радость для себя. Это работает. Смена местоположения очень сильно работает. И путешествие на самом деле это не прикол. То есть я вот за последнее время, я ж пару дней назад я прилетел, значит, из Испании, друзья, я в Испании был. Мы смотрели лодки, тоже общались с людьми, посмотрел я новые лодки, походил, и мне стало так тепло и приятно, что я имею свою лодку, это капец. Я посмотрел на состояние других, я просто в ужасе, и какие бабки за них хотят, мне вообще стало просто, ну, не по себе. Именно, поэтому красоту я уже увидел, вернувшись сюда. Кстати, с тобой тоже может случиться то, что ты красоту можешь испытать или большую радость, когда доберешься до дома. Так, сходи в магазин. Pilot R1, здорово, Петруха. В магазин сходи, да, за бухлом, что ли? Ну, не за бухлом, братан. Так, погнали. Каково жить на яхте круглый год? 5-й год полет нормальный, ребята. Радости все больше. Открываются новые горизонты, новые возможности. Открываются, подходят новые люди, друзья, которые также заряжены оптимизмом, большими путешествиями, большими проектами, бизнесом, туризмом. Значит, открыл новые горизонты. Это значит общение с китами, с касатками, что с ними можно плавать, друзья. Но не во всех местах, они разные бывают. Вы, если видите касатку, не спешите нырять за борт, поскольку они есть и плотоядные, и рыбоядные. И надо разбираться, в какое время и в каком месте ты оказался. Вот такая тема. Но я знаю, что плавают и с акулами, и с китами. Просто надо знать где. Вот такая тема. И я начал узнавать про эти места. И меня это невероятно радует. Это целый, вообще просто другой мир, другая реальность, параллельная вселенная. Там это такие огромные животные отдельные, которые, поверьте, по праву считают себя владельцами мира. То есть, и когда ты находишься в воде, тебя там расплющит за 5 сек. Они смогут вообще даже, ну, без напряга. То есть, тебя уничтожить. Но, тем не менее, они почему-то этого не делают. Иногда, значит, общаются просто с тобой. Подплывают, потрутся, понюхают, значит, и по своим делам идут примерно. Покажут своих малышей там и так далее. Это, блин, просто удивительно. Огромные просто киты. Но не знаю, как большие пароходы, понимаете? Вот такая тема. Так, привет, не могу понять одного, откуда столько познаний. Познаний чего? Познаний в чем, ты имеешь в виду? Я на самом деле, я думаю вообще, что я ничего не знаю, если честно. То есть, либо поверхностно, так скажем, какие-то темы, опять же, ну, досконально я, блин, вот мне хотя бы одну из тем выучить, насчет которых я говорю. То есть, чтобы от и до считать себя профессионалом, нет. Друзья, таких тем, к сожалению, нету. И я на самом деле не знаю, что я здесь делаю, где мои вещи. Как запускаются стримы. Вот делаю то, что получается, друзья. Делаю то, что могу. Вот такая тема. И мне это нравится. Так, короткий вопрос. Сумма в год на содержание яхты. Все зависит от того, какая у тебя яхта, братанчик. Какая яхта? Некоторые говорят, от 10% это, конечно же, шляпа, не верьте. Смотрите, вот смотрите, предположим, у тебя яхта там стоимостью 100 тысяч евро. Сейчас, ну, грубо говоря, там, допустим, 45-футовая, 100 тысяч евро. Она там 2000-х годов, 98-го, 99-го, 100 тысяч евро она стоит примерно. Если у нее целые мачта, риггинг, паруса, то, собственно, основной вопрос это стоянка и где ее можно поднять для того, чтобы ошкурить. Ты ее можешь не поднимать несколько лет, но желательно поднимать, если ты хочешь, чтобы она была в хорошем состоянии. Покрасить ей дно нужно, значит, антифуллингом, я имею в виду, если коротко, и заменить аноды примерно. Плюс-минус в год все обслуживание на яхту при условии, что тебе не нужно какие-то катастрофические поломки устранять, что у тебя там мачта у тебя не упала, двигатель у тебя, значит, не заклинил, я имею в виду, ну, то есть не надо тебе двигатель перебирать, значит, расходы, ну, может быть, около 1000 евро примерно. 1000 евро в год. Понимаете? А кто-то говорит там по 10% и так далее. Ну, я сомневаюсь. А, грубо говоря, это, короче, если ты будешь откладывать 10%, это не будет лишним, я имею в виду, вернее, как тебе сказать, у тебя еще останутся бабки.
То есть с этих денег, если ты отложишь 10% в сумму на содержание яхты, ты просто Д'Артаньян. Я имею в виду, если типы такие, ну, так делают, это крутые типы, перцы, у которых есть заначка, и 10% от яхты он каждый день складывает. Он через 10 лет купит себе вторую, такую же точно яхту. Вот такая тема, я отвечаю. Понимаете? Поэтому косарь где-то в год у тебя должен быть. Поэтому просчитай, значит, варианты заработка, я имею в виду на яхту, чтобы у тебя были. Либо ты запускаешь стримы, либо ты, значит, налаживаешь, как тебе сказать, какие-то путешествия, уходишь на неделю с кем-то в круиз и берешь с него 1000 евро примерно. Я имею в виду, либо кого-то обучаешь, катаешь, занимаешься рыбалкой, чтобы ты 1000 евро за год, значит, у тебя есть времени, год 1000 евро заработал на ее содержание примерно. Все остальное как бы можешь не менять, живи как жил. Вот такая штука. Понимаешь, да? И причем это не в самых дешевых местах, это, можно сказать, в Европе. А значит, это какая тема? В Тунисе, допустим, в Тунисе ты можешь свою яхту обслужить за 300, 400, 500 евро примерно. И того дешевле. Но, блин, туда еще надо добраться. Поэтому, значит, не это самое, ничем. Можете вообще ни копейки не тратить. Пускай, значит, она гниет и развалит. Сразу она не утонет. Главное, чтобы она не было каких-то технических отверстий других в вашей лодке, чтобы она не начала набирать воду. Если вы вовремя заметили, что воду набирает, и заткнули дырку чопиком даже, ее не обязательно поднимать. Заклеили, заткнули, значит, это самое. Все. Может стоять еще сколько угодно долго. Яхта разваливается там примерно, ну, я имею в виду, как вам сказать, я не видел таких яхт на воде, по крайней мере, которые вот просто нуждались бы срочно, ну, как вам сказать, в утилизации примерно. Все яхты, даже уже которым просто, ну, в музей, либо еще куда-то, они еще ходят, ребята, отвечаю. Даже если она утонула, ее достали, все, почистили, помыли и опять на ней ходят. Вот так бывает, понимаете? То есть, поэтому, друзья, не думайте о том, что вот у вас яхта, вот она, блин, плохая. На ней все меняет. То есть, она состоит из частей запасных, я имею в виду. Если какая-то часть вышла из строя, вы просто ее вынимаете, либо чините, либо ставите другую. Примерно это работает так. И все зависит от того, насколько срочно вам надо что-то починить. Если какая-то дырка в лодке, что из моря вода поступает, тогда да, это очень срочно. Желательно ее, значит, устранить, чтобы не черпать воду. То есть по-быстренькому заткнул, заклеил и все, чтобы вода не поступала. Вычерпал и все, и тусуешься. А если насчет даже двигатель стуканул, тебе если никуда ходить не надо, либо если можешь уйти на парусах примерно, то можешь перебрать его, когда у тебя будут бабки. То есть тут зависит от тебя, я имею в виду, примерно. Либо ты его сам перебрал, нашел бэушные запчасти, либо позвал специалиста, от этого и цена. Опять же, то есть это все как бы относительно. Поэтому устранять, если проблемы какие-то, устранять прямо сейчас, там не нужны какие-то большие деньги, мне кажется. Чопик забить, то есть, я не знаю, выточить, там, ну сколько денег нужно. Пойдешь в магазин, купишь его за 2 евро, сам выточишь бесплатно примерно. Вот такая штука. Понимаешь, поэтому здесь не какая-то супер какая-то штука. А если у тебя коммерческая какая-то яхта крутая за 1 миллион, конечно же, надо вызывать каких-то специалистов. Она у тебя на гарантии и так далее. То есть, если ты туда залез, болтик крутанул, все слетело с гарантии. Тебе надо вызывать чувачков, начинать им писать, звонить, то есть дилеров, все, чтобы он тебе приехал, человек с усами быстро тик-тик, потыкал, значит, подкрутил, сделал, все, погнал, примерно. Там могут быть, да, какие-то бабки, допустим, потрачены на обслуживание, понимаешь? Если у тебя новая яхта за 1 миллион, примерно. Ну, мне кажется, если была бы яхта за 1 миллион, то вопросов бы таких, наверное, ей не возникало. То есть они на гарантии лодки, 5 лет у них гарантия, вернее, короче, 2 года там, на разное оборудование, там обычно как бы 2 года, но ты можешь купить себе расширенную на 5 лет. В случае каких-то страховые компании могут тебе застраховать все оборудование, которое внутри, снаружи, и даже то, что у владельцев в кошельке. Допустим, у тебя, допустим, страховка, да, стоит примерно 1000-2000 долларов в год, примерно. В это входит все, что у тебя есть на яхте, на борту, если к тебе залезли, что-то украли и так далее, она тоже это восстанавливает. Твой компьютер и разную тему. Если ты предоставляешь документы или чеки, что у тебя там была какая-то шляпа, ну, пруфы, что ты действительно чем-то владел, они восстанавливают и это, понимаешь? То есть, по крайней мере, все оборудование, которое здесь находится, я имею в виду, это тоже в разумных пределах. Не надо, значит, делать так, что у тебя нету денег, значит, ты это самое. Ты начинаешь звонить в страховую, там, вот меня в милицию, меня тут обокрали, у меня тут лежал чемодан с золотом, и его украли. Конечно, такого не будет, как бы, но, соответственно, в разумных пределах у тебя там украли рации, оборудование, там, АИС, отрезали батареи твои, и, значит, ну, как бы, пруфы у тебя есть. То да, там как бы зафиксируют, что действительно там обокрали тебя, либо еще что-то пострадали, заведут уголовное дело, значит, и по страховой ты можешь это возместить.
Когда у тебя страховка покрывает все. И есть страховка от третьих лиц, я имею в виду, когда ты кому-то что-то повредил, тебе могут, ну, короче, ему могут выплатить за счет твоей страховки. Так что, друзья мои, в этой теме работает тоже страховка, не надо волноваться. То есть, а счет пожара, затопления, значит, поломки мачты, значит, стуканул движок, это тоже все делают. Они проводят анализ масла, высчитывают, сколько там металла содержится в этом, и, значит, тебе говорят, заключение тебе дают, страхуют или не страхуют твой двигатель примерно. Вот и все. Понимаешь, да? То есть все варианты эти страхуются. Если ты располагаешь бабками, да, тебе могут быть. То есть ты потери твою, ты можешь свои потери минимизировать. Минимизировать, так. Да, все зависит от человека, ребята, от человека. Вообще себя обижать нельзя, старый дворник. Что ты такое говоришь, себя брошу, ты что? Себя обижать это грех большой. Так, не это сам, непростительный. Так. Погнали. Ага, у меня интересное сообщение, не полный чат. Как найти первую работу на яхте? Друзья мои, смотрите. Первая работа очень интересная тоже штука. Если у вас есть корки, вы прошли обучение, получили лицензии, неважно в принципе какого, желательно стремиться заиметь эти знания. Они вам, поверьте, пригодятся. Там нет лишней информации, там нет воды. Все, ты пошел, короче, курс прошел, сам себя промуштровал. То есть ты должен будешь как бы запомнить эту информацию. Там ничего сложного нет. Тебе просто нужно запомнить и понять логику, как это работает. То есть понять логику саму, то есть высчитывать там математически, я имею в виду, что направление, что азимут это вот это, что такое горизонтальные линии, что такое, значит, вертикальные, где север, где юг, то есть понять логически. И начать решать задачи. Это легко. Там есть у тебя примеры, ты сначала их решаешь несколько штук, а потом ты решаешь любую задачу. С любым высчитыванием курса ты можешь начертить любую схему на карте, когда ты понимаешь логику, как это работает. И логику в сигналах. То есть ты видишь, что красный стой, зеленый иди. Светофор же ты различаешь и не выходишь на оживленную трассу. Также и в яхтинге. Допустим, ты, как тебе сказать, уступаешь там. Когда красный сигнал, не ходишь, ты знаешь, какие латеральные знаки, где стоят, куда, с какой стороны обойти, какое препятствие. Даже если у тебя нет каких-то карт, ты просто это знаешь. И все. Это не так сложно. Их там не бесконечное количество правил и вариантов. Это даже не шахматы, что надо, собственно, думать, куда ходить. Нет, это намного легче. Понимаешь логику примерно, и все, оно сразу работает. Это не сложно. За неделю поймет даже тупица, мне кажется. Ну, это совсем уж, если только, ну, как бы человек с ограниченными возможностями не сможет понять. А ты за неделю поймешь нормально, если человек, тем более, если есть желание. Единственного человека нельзя научить, который не хочет учиться. Все остальные смогут. Мак, what is тема? Тема about the true about the boat. What is true? Правда о яхтинге, друзья, тема у нас. Так. Положительные впечатления, эмоции способствуют выстраиванию позитивных нейронных связей. QWERTY совершенно сапоги. Да, совершенно верно. Так, поэтому, друзья, как найти первую работу? Важный момент. Смотрите. Первая работа. Вы, значит, получаете свою лицензию. Значит, допустим, бербоут-шкипера. И начинаете просто составлять, просите GPT-чат составить вам грамотное резюме, красивое. Ну, трушное, я имею в виду, что, значит, прошел обучение, так и так. То есть, пускай на ваши личные качества как бы сделает небольшой напор, что вы, значит, целеустремленные, что вы, значит, внимательно можете слушать, даже если на самом деле не так. Я имею в виду, делайте себе красивое резюме. GPT-чат делает это за секунду, можете проверить. Просто прикладывайте свои корки, говорите ему, сколько вы ходили в море, что вы знаете, какие маршруты, и он вам, короче, нарисует эту тему. Все, и начинаете рассылать вот эту штуку во все, значит, агентства, яхтенные компании, чартерные, школы и так далее. И если вдруг вам начинает откликаться собеседование, все как обычно. Проходите собеседование, то есть на вас посмотрят, будут с вами работать или нет, вежливый человек, культурный или нет. Просто вы должны всегда помнить, что вежливые, активные люди, улыбающиеся люди всегда вызывают, так скажем, больше доверия. И как вам сказать? У меня было такое, я размещал, значит, объявление о вакансии, что я ищу капитана. Я находил таких типов, что просто капец. Я ему говорю, а как вот, ну, с туристами там, как вот мы работаем, кататься надо, как бы с людьми там общаться. Он говорит, да нахрен нам не нужно, я что там, клоун, бляха, муха, с ними, да, вот такую вот тему просто. Я таких типов находил. Ё-моё, что, ну, не клоунов там никаких. Вот у меня коммерческий яхтинг, мне надо кататься с круизом. А я что, вот такая хрень просто.
Конечно же, ребятушки, ну, такие типы, может быть, куда-то и влезут. Может быть, они влезут, может быть, в личку в какую-то консервативным людям, где светиться не надо, там, сверкать монеты и так далее, где-то к засухаренным каким-то чувачкам, которые где-то что-то накрали, может быть, еще кого-то убили, или в розыске, или прячутся. Может быть, туда они залезут, да, где надо молчать. Человек-могила, все. А, собственно, в какой-то коммерческий круизный яхтинг, где люди делают бабки, куда-то ходят, общаются, то есть, скорее всего, с таким настроем не зайдешь. Если этот чувак не поменяет свою точку зрения, я имею в виду, на более позитивную, то, скорее всего, ему, короче, в мир, так скажем, коммерческого яхтинга, либо на батрачку, скорее всего, будет закрыт. Возьму другого типа, даже если он не будет владеть такими скиллами, значит, его быстрее научить, чем, значит, пробивать вот эту броню просто маргариновую. Вот такая штука. Машинистам сложнее быть, да. Поэтому, ребятки, GPT-чат делает эту штуку, и начинаете пробовать, друзья. В крайнем случае, если вы напишете правду, что вы там не пишите, что вы там, сука, 2 кругосветки, 3, значит, это, через Северный и Южный полюс прохода и мыса Горн. Пишите как есть, что вот, блин, курсы там туда-сюда, вот столько-то ходил, столько-то прушных, понимаю это, могу читать, писать, значит, карты, могу стоять на вахте, вся эта тема, ответственный, исполнительный, люблю, хочу учиться, примерно это сам, возьмите, пожалуйста, матросом, буду, значит, драить палубу, примерно. И все. Залетаете, все, на первую батрачку, дают вам там минимальный оклад, соглашайтесь даже без оклада, возможно, работать за опыт, такое тоже может быть, друзья, какой-нибудь, пожрать вас там без еды не оставят точно. И все, и прите, и начинается ваше путешествие, устраивайтесь, значит, даже на какую-то в компанию, где ищут новичков, там, туристическую или не очень, и начинаете расти. Все, как только на себя все завязали, без вас уже не могут, начинаете ему говорить: Василий, дело такого рода, понимаешь, вот тут по поводу зарплаты там и так далее, начинаете это, когда вы под себя уже, ну, так скажем, взяли в руки, я имею в виду, рычаги управления, когда без вас уже никак, вот там можно уже включать какие-то вот эти темы. Что я клоун, короче, или нет, там можно уже начинать разговаривать. До этого момента я бы не рекомендовал вам этого делать. За маленькие деньги, я имею в виду, короче, только за большие. Так, Макс, у тебя выезжает в Португалии, как оформлял лето, это очень длинная и печальная история, об этом позднее, я держу хвост пистолетом и палец в одном месте, чтобы это не сорвалось, братан, чуть позже мы об этом поговорим. Сегодня с адвокатами только общался на эту тему. Так, старый дворник, есть силы и здоровье, слава богу, да и здоровье пока что еще есть, слава богу, да, мир. Так, поэтому работу найти легко, обзванивайте, опять же, все марины. Вы можете устроиться маринерой, вы можете устроиться в, короче, как вам сказать, часто на сезонные работы, то есть у кого-то рибы, допустим, рибы — это спортивные лодки на рибах. То есть у него может быть там 10 спортивных вот этих лодок, там на 10-12 человек. Ему постоянно нужны матросы, капитаны и так далее. Поскольку там, где много лодок, я имею в виду, там большая текучка. Люди, к сожалению, болеют, иногда умирают там или еще что-то происходит. То есть им нужны как бы люди. И если вы, значит, на слуху, либо у вас ваше резюме висит, его главное, чтобы его было видно, значит, во всех этих. Пойдите разложите в Марину еще работу, там, я не знаю, наклейте объявления, начинайте на всех сайтах постить, Facebook, Instagram, короче, все платформы, которые есть. У чата GPT просто спросили, короче, эти рекрутинговые агентства и вся вот эта тема. И все, туда отправляете, и вас, скорее всего, рано или поздно, скорее всего, вас позовут. И вы должны быть к этому готовы. Вот такая тема. Первую работу можно найти. Что касается Жени, друзья, она первую работу себе нашла, не будучи капитаном, не была связана с этим. У нее уже есть контракт со мной, друзья. Она не была капитаном. Я ей оплатил обучение. Может быть, вам повезет точно так же. То есть за ее обучение оплатил я ее беру с собой из-за того, что она говорит на португальском языке, из-за того, что она другого, значит, цвета, шоколадного, из-за того, что она может общаться, она веселая, добрая, позитивная, значит, и это, молодая, то есть она может, значит, она готовит хорошо, общается и может, значит, возить людей, она разбирается в Инстаграме и сейчас уже публикует рекламу. То есть я в одном ее лице убил несколько зайцев. Поэтому, может быть, тоже вы такой красивый, как она. За красивые глаза вам работодатель просто сразу отправит нас на курсы, оплатит их, значит, и даст вам работу. Может такое тоже случиться, друзья. Вот такая тема. И может быть вы еще зайдете на партнерских каких-то вещах. Вы будете получать не зарплату, а проценты от продажи. И от вас уже зависит, насколько вы будете хорошо чесаться. Если вы хороший продажник, то, скорее всего, об этом речи даже не идет. Вам 100% оплатит работодатель вот эту тему. Вот такая штука, обучение. Понимаете, да?
Так. Поэтому работу найдете стопудово. Так, жизнь найдете работу, перегон найдете, значит, и, короче, просто о себе резюме составляйте и двигайтесь в этом направлении. Еще раз говорю, что работа в море дороже, чем на суше. И, ну, смотря тоже в каких странах, я имею в виду. Допустим, где-то типы там, я не знаю, короче, в каких-то мухосранских, я имею в виду, он на работе может, там, не знаю, ходить за 10 тысяч рублей работать. Не знаю, и капитаном, и матросом, и всю жизнь ходить. И вот сейчас будет стрим смотреть, плеваться, да что-то это самое. А реально, то есть... Капитан капитану рознь, матрос матросу рознь. Можно работать матросом, блин, за 10 тысяч евро в месяц примерно. Вот такая тема у Абрамовича на яхте. Вот такая тема. Случайные люди туда не попадают. Так, и даже на торговом флоте, то есть матрос получает больше, чем на берегу слесарь, там, сантехник или разнорабочий. Намного больше. И меньше тратит. Он там живет, он там жрет, значит, он там, значит, получает, он меньше тратит. И у него нет рядом магазинов, чтобы он куда-то залетел и, значит, прожрал свои бабки, пробухал, или там бухать нельзя именно на флоте. Вот такая тема. То есть тебя быстренько оттуда просто попрут, если будешь бухать. Вот такая штука. Тебя высадят на берег. Погнали. Так, жизнь на яхте плюсы и минусы. Друзья, каково жить на яхте круглый год? Великолепно, ребята. Великолепно. Я не столкнулся ни с одной из проблем, которой бы мне не хватало. Кроме, конечно же, интернета высокоскоростного, терабитного, чтобы был, значит, этот гигабит в секунду. Вот этого не хватает. Все остальное, ну, не хватает каких-то новых ништяков, конечно. Но это не из-за того, что у меня яхта, а из-за отсутствия бабок. Я бы, может быть, себе на яхту и провел бы Starlink, значит, гигабитный. Я имею в виду, оплатил бы так, и мне бы выделили отдельную линию. Нету денег, это не проблема в яхте, друзья. Нету таких вопросов или вещей, которые бы мне не нравились на яхте. Таких не существует. Так, сеньор Робинзон, где пятница? Так, Григорис Параскевас. Здорово, дорогой. Параскевас, пятница. Григорий, пятница, ё-моё. Параскеви, да, это ж пятница. Или суббота, яма. Я уже забыл. Так, пятница запрещено отсвечивать на стримах. Запрет. После того, что она моросила в эфирах, на стримах мы ей запретили появляться. И домой ее отправляем иногда. Чтобы не мешало. Так. Круглый год можно жить, все нормально. Смотря в какой стране живете. Живете на экваторе, круглый год великолепно. Можете путешествовать каждый день за летом. Вы можете себе вообще на яхте, вы можете организовать лето круглый год. Ходишь просто с сезоном по кругу и все. Весну круглый год. Хочешь в зиму, ходи круглый год, если нравится холод. Без вопросов. Так. Пятница, да. О, Параскеви, видишь. Пятница, розет. Так, миру. У меня 33, кварти, здорово. Так. Потом, насколько комфортна жизнь в море? Ребята, не то чтобы мне комфортнее намного, чем на берегу. Я не знаю почему. По крайней мере, со мной еще никаких неприятностей не случалось. Главное бы не сглазить. Женщина на яхте норм. Отлично, Света Малафеева. Сейчас мы на эту тему поговорим. Конечно, норм. Смотрите, я как-то выпускал по этому поводу ролик. Короче, женщина, смотря какие цели она преследует. Друзья, опять же, все важно с целями определиться. Ребята, сейчас вот мы об этом не говорили. Какая у вас цель в жизни, по сути? Если ее нет, вы болтаетесь как говно в проруби. Блин, тут немножко сложнее, когда вы не знаете. Вы просто можете попробовать, короче, и пойти пробовать что-нибудь еще примерно. Вам не запрещается. То есть. Но в основном, короче, как вам сказать, что касается женщин, они всегда преследуют единственную цель. Кому бы присесть бы, значит, просто это самое. Кому бы присесть на хребет, я имею в виду, и поехать бесплатно, за кого будет башлять. А там неважно, на самом деле, вы на яхте двигаетесь, на пароходе, на вертолете, самолетами, у вас отели, гостиницы или это. Главное, чтобы это было чуть больше уровнем, желательно, ну, больше намного, чем у нее есть на данный момент. И она увидит, значит, пароход либо яхту побольше, она перепрыгнет на нее. Она, значит, увидит что-то послаще, перепрыгнет дальше. Обычно это так. Из того, что я встречал, я не говорю, что все, не обобщаю сейчас. Тех, кого я встречал, у меня был опыт, к сожалению, не такой удачный, как у некоторых типов. Поэтому, значит, они перепрыгнут просто на яхту чуть более комфортную, друзья. И к этому нужно спокойно относиться. Рыба ищет там, где глубже. Значит, а женщина хочет присесть на... Как вам сказать, на худой конец не сядет. В общем, должны быть какие-то тити-мити или макароны. А если этого нет ни того, ни другого, она сразу, короче, куда-нибудь слетит. Так, монетизацию наладил, уже вышли в плюс. Так, монетизацию налаживаю, сейчас этим занимаюсь. В плюс, ну, как сказать.
друзья. Плюс, да, есть на самом деле. С канала плюс уже есть. С канала, с донатов плюсы есть, несомненно. И это очень радует. И, значит, с яхты пока еще нет, друзья. С яхты пока еще минуса. Нет большого потока желающих клиентов. В очередь еще не выстроились. Но, тем не менее, некоторые спрашивают. Там несколько путешествий, значит, в год я осуществляю. Хотелось бы больше. Не для того, чтобы выйти на какой-то просто суперкосмический доход. До того момента, вот пока я скажу, хватит клиентов примерно. Нету такого потока, чтобы я сказал, хватит, друзья. Вот такая тема. Не от того, что я жадный, действительно. Еще пока нет добор. Вы не думайте, что мне нужны все деньги мира. Себя я тоже как бы не обижаю. И я могу сказать, хватит. Я до порога, пока до минимального еще не дошел. Поэтому, собственно, пока еще нуждаюсь. Вот такая штука. О, нет, я про женщин-капитанов. Вот сейчас у меня черный капитан, женщина. А у них есть, ребята, кстати, у женщин-капитанов отдельная история. Их намного меньше, чем капитанов мужчин. И, значит, жизнь у них веселее намного больше. Вокруг них, по крайней мере, постоянно тусовка. У них постоянно есть клиенты, друзья. Поэтому у меня черный капитан, землянин с влагалищем. Ребята, поскольку это тоже один из коммерческих расчетов. Из нее я сделал капитана. Вот такая штука. Смотрите, почему черный? Почему, значит, это сам? Во-первых, не возникает у меня никаких шальных, так скажем, мыслей, поскольку это другой вид. Я имею в виду, второе, значит, в отношении меня с ее стороны не пролазят никакие манипуляции. Я имею в виду, это сразу как бы отсекается. Когда у тебя не играет, так скажем, гормон, я имею в виду, в отношении женщины, то есть у тебя не отключаются, так скажем, мозги, тогда с ними легче как бы взаимодействовать, там только, ну, как бы субординация рабочая примерно. А когда, если если у тебя, короче, как только у тебя заиграл какой-то гормон, все, хана, ты сам себя начнешь как бы ломать. Поэтому, друзья, когда подбираете сотрудников, выбирайте желательно таких людей, которые, значит, в отношении которых у вас не будут возникать какие-то шальные мысли, не дай бог. Вот такая штука. И тогда можно говорить уже о каком-то успешном коммерческом предприятии. Я имею в виду надежде хотя бы на это. Но, значит, если вы выбираете, значит, писюном какие-то вещи, то отвечаю, что... Все пойдет по звезде, друзья, если вы, скорее всего, реально. Так что выбирайте сотрудника, это самое. Тут у меня расчет, ребята. Тут у меня строгий, сухой расчет. Я все просчитал. И если хочешь что-то продать, продавай, значит, сиськи, мне кажется. Даже если это бетон. А тех из капитанов, женщин, кого я видел, ребята, уровень у них, на меня они смотрят свысока, большого высока. Тех женщин из капитанов, кого я знаю. Те, которые в этой схеме системы. То есть у них, значит, записи там на год вперед. Они также преподают, учат. Видел, значит, толпы лесбиянок. Они ходят толпой, значит, кублятся на яхте. И там, ну, занимаются своими, значит, вот этими вещами. Я имею в виду приключения, там все такое, серфы. Тоже улыбаются, кстати, ходят в подручку, целуются по всем этим. Ходят. Они как-то своей тусовочкой, то есть обособленно, но вежливо, тоже культурно общаются. Желаем успехов. То есть они находят свою радость как бы в этом. То есть, слава богу. Прогрев оленей, значит, ничего нового. Да, прогрев оленей. Так, видел успешный опыт одного хорватский. У него сайт вошел в десятку поиска Google. Он работает с 20-футовыми яхтами 3. Так, друзья, да, в десятку Google тоже можно войти. Но, что касается сайтов, друзья, я вам серьезно говорю, из бомжа Васи сделают специалиста. Ну, блин, я вам серьезно, если Google за это возьмется, поверьте мне, он будет не в десятку входить, а на первом месте просто постоянно. Я имею в виду, и поверьте, это зависит, то есть это, как вам сказать, как это называется, ходы это. Это электронные, значит, ходы. Это как накрутка ботов, там и такое может быть. Могут трушные типы входить там с 20-футовыми, могут и без яхты чуваки насчет яхт так развальцовывать, что, значит, прислушаются и владельцы, значит, больших флотов, я имею в виду. Вот такая тема. То есть ничего удивительного в этом нет. Женщин-капитанов много, им это нравится, они ходят, многие ходят много лет. Значит, Евгения Любимова, одна из женщин-капитанов, которая даст еще прикурить. Хотя некоторые там отзываются, вот, типа, она только вошла, уже тут что-то педалит. На самом деле, круто педалит, респектую ее и постоянно смотрю ее ролики. Евгения Любимова, если вы еще мне смотрите мою болтовню, вам большой-большой привет. Это самое, очень рад. Но, как вам сказать, ее ролики, знаете, как вам сказать, скорее всего, есть такие типы из капитанов, которые как бы в негативном как-то ключе все оценивают, ну, то есть деструктивно. Они как бы и просчитывают одновременно ходы, но они не то чтобы негативно мыслят, там и не поспоришь.
То есть они начинают, там вот не все так радужно, однозначно. Если у вас стуканул мотор, а таких случаев миллион, короче. То есть вы можете смотреть их ролики, и перехочется покупать яхту, или вообще, короче, перехочется вставать с дивана, друзья. А вот посмотрите пример, а вот как выглядит. Да, такое тоже может случаться, друзья. И стукануть может мотор, и мачта может упасть, и непогода, как бы, и в разные моменты. Кто-то за борт пьяный выпал. То есть, ну там все как-то на супер негативе. Ребята, мне кажется, нужно мыслить немножко бы позитивно. Я не говорю, закрывайте глаза на неприятности. Нет, нужно быть к этому готовым. И пожар, и золотуха, и понос, и все что угодно. Когда подготовиться, себя обезопасить. Но тем не менее, отправляться нужно. Вот такая штука. Поэтому некоторых яхтсменов смотришь, и хочется это самое, закрыть нахер и никогда не вспоминать про эту яхту. А каких-то смотришь просто, все, уже начинает у тебя все чесаться, дети яхту, начинаешь сайты шерстить, короче, зажигают прям реально. И хочется отправить. Я отвечаю, когда я смотрел этот офисный планктон на яхте, да, был вот канал, у него книга была, значит, это. Я прочитал статью. Я плакал несколько суток. Вот просто чувак забросил работу, продал хату, купил себе какую-то раздолбанную яхту, отправился на ней вокруг света, жрал омаров, кальмаров, короче, я имею в виду, был в таких местах, что просто охренеешь. Я сидел, плакал 3 дня. Я не знал, что так можно. Ё-моё. Вот такая тема. Вот это подкинул реально. Понимаете? То есть я просто узнал под старость лет, что эта фигня существует. И, блин, и просто загорелось у меня. И я на него смотрел, значит, и думал, блин, если ему удалось, почему я не могу? То есть и капец просто. Ну, почему мне это недоступно? И, как видите, блин, мне тоже, оказывается, доступно. Любимого всю жизнь плавала. Плавает говно в бочке. Любимого, да. Это очень крутая тетя. Отвечаю. Подписывайтесь на ее канал, очень рекомендую. Долги паликом 30 тысяч евро. Охренеть. Братанчик, соболезную, да. Так что, друзья мои, подкиньте, пожалуйста, лайков. Их по-прежнему, блин, намного меньше, чем присутствующих. А прошли-то уже сколько? Ну, человек, ну, достаточно много. Подкиньте лайков, если вы здесь впервые, друзья, даже. Так, погнали. Какие бытовые проблемы приходится решать? Вода, электричество, связь. Так, смотрите, да, это есть тут тоже не без этого. Все зависит. Короче, что касается меня, друзья. Если брать какую-то выборку там среднюю, яхта у меня не самая плохая, не самая маленькая. И не то, что я там хвалю, друзья, это объективная тема. Я смотрю, какие стоят рядом яхты. Я частенько открываю же интернет. Я езжу, смотрю покупки, продажи и так далее, ребята. И что вам сказать, короче, из того, что я наблюдаю, как бы это, ну, входит в топчик. Грубо говоря, вот здесь, в Марине, сейчас, на данный момент, друзья, вот из парусных яхт круче моей нету. По вместимости, значит, по комфорту, круче яхты нету. Это топчик, отвечаю. Несмотря на то, что тут есть яхты и новее. Они просто поменьше, как бы и поменьше можно взять с собой. Короче, что касается моей яхты, с собой я могу взять 400 литров пресной воды в танках, еще плюс баклаж, как я это делаю обычно. Воду можно пить, в принципе, из крана, друзья, но я пью ее из бутылок, не знаю, уже привык, коммерческие ходы, нагрузили меня и так далее. Иногда, если нет воды, значит, в бутылках, я ее либо не купил, либо забыл, я могу попить и из крана. Руку, допустим, мне ее нужно набрать в танк. Можно, в принципе, сделать такую штуку. Просто будет, это надо заморочиться, в принципе, неплохая идея. Просто прям в систему сосочек ты сделал, подъезжаешь к берегу, пум, воткнул, и все, у тебя вода и электричество. Всегда на яхте есть. Если ты стоишь в марине, оно у тебя есть всегда безлимитно, неограниченно. В некоторых маринах за это нужно платить. В этой марине, в которой я стою, оплата входит в стоимость. У меня нет тут каких-то космических счетов. Напоминаю вам, друзья, если вы приедете в Турцию, либо в какие-то марины, там специальные, в Грецию, в некоторых маринах, то, короче, вам счета будут приходить, ну, просто, не знаю, допустим, киловатт там стоит на земле 3 копейки, а у вас будет стоить он 300 рублей примерно. Вам специально будут по 1000 евро в месяц вас будут брать только за электричество примерно. Так что выбирайте места, где будете стоять. Заранее вы должны это знать, предупреждаю. Что касается меня, проблем с этим у меня не было.
Я вижу, подхожу, вижу прайс. Вернее, я вижу изначально, издалека уже дома сижу, через интернет вижу прайс. Я туда, конечно же, не пойду. Я имею в виду стоять к ним, пройтись и встать на якорь демонстративно. Показать им, значит, большую волосатую бримболу с якоря в марину. Сказать, опа, нормально. Или подойти вечером после закрытия офиса и утром рано выйти. Это я могу. Набрать воды, значит, и свинтить. И ничего им заплатить. Специально. Это ради принципа. Поскольку охреневшие рожи. Короче, это я умею. А значит а выбирать те места, которые мне по карману, тоже я умею, друзья. Поэтому я не хожу в такие места, где слишком дорого. Значит, а если там что-то интересное есть, я хожу туда, но им ничего не плачу. Я встал на якорь и все. Запасов воды и автономки у меня хватит. Ну, я проверял, как бы, как вам сказать. Однажды я 3 недели тусовался на якоре, я просто устал, как бы, мне там что-то, начал за спичками ездить на тузике на берег, потом думал, ладно, хотел автономку проверить. 3 недели я протусил, не закончилась у меня ни вода, ни дизель, ни электричество, ни интернет. Ребята, отвечаю. Я просто снялся с якоря и пошел по своим как бы делам. Вот такая тема. Стоять можно бесконечно. 4 месяца я стоял на буе, друзья. 4 месяца я стоял на буе. Но иногда раз в неделю, может быть в 10 дней, я подходил к причалу, чтобы не включать свой опреснитель. Значит, доставал шланг, набирал воду, заряжал свои батареи, стирал свои вещи. И все, я отправлялся. 4 месяца. Я год не заправлял яхту. Год я не заправлял яхту. То есть я не залил туда ни одной копейки, цента. И еще там около полтанка дизеля у меня есть. Вы можете себе представить? Я не то, что там мало ходил. Ну, мало ходил, да. То есть мне, чтобы, смотрите, чтобы мне выйти из марины, ну, я дрынь-брынь завел. Я ходил, как бы, ну, за этот год. Я дрынь-брынь завел, вышел, паруса поставил, короче, покатался, вернулся. Примерно. Это выглядит так. Вот год не заправлять яхту. Вы понимаете, что на дизель, ну, не... Если бы я ездил как на работу, каждый день, может быть, надо было заправлять. Я редко хожу, если так-то. Но я это еще коммерцией занимаюсь, друзья, понимаете? Вы меня понимаете или нет? У меня есть карта, то есть для всех заправка здесь стоит 2 евро примерно дизеля, а для меня 90 центов. Я год не заправлял, у меня уже эта карта прогорела, мне надо заправить. Танк у меня как бы, ну, наполовину полный, мне надо заправить до полного. Но, блин, у меня как-то я все это откладываю. Вот такая штука. Так, Максон, красавчик, привет от Автостудиос. Автостудиос здоровенько, так, это здорово. Автостудиос, привет, ребята. Вот, у нас ребята португальские. Тоже типы снимают блог о тачках, это круто. Ребята, надо будет как-то коллабу какую-то замутить на эту тему, я не знаю. Либо с вами что-то снять, какую-то интересную штуку. Тоже помочь развить. Занимаются тачками, могу порекомендовать. Также их друг и мой друг, значит, Олег. Тоже у него автосервис свой, он гоняет тачки разные, блин, отличные ребята. Если у кого-то какие-то машины нужны будет, кому-то пригнать, значит, покрасить, продать, вот обращайтесь к ребятам в Автостудиос, друзья. Там все сделают. Перебрать любой мотор и так далее. Олег, кстати, вот хочет себе купить яхту, поскольку, значит, у себя на автосервисе он обслужит любой мотор, любую неисправность удалит. У него там завод по производству металлических конструкций из нержавейки может сделать, значит, кого угодно. То есть пацан себе ищет яхту. Я надеюсь, что у него проблем с обслуживанием яхты, ну, не возникнет просто никаких вообще. Даже если он возьмет ее старую или поднимет со дна морского, мне кажется, вот на его предприятии эту яхту сделают из нее конфету очень-очень быстро. Вот такая штука. Так, на буй можно ставить? Да. Так, свой буй можно ставить. Смотри. Короче, официально, как бы, скорее всего, нельзя. Но ты можешь, как бы, втихаря в каком-то месте утопить, чтобы никто не видел, стиральную машину, залитую бетоном, примерно. Либо ванну, либо какой-то, ну, большой-большой куб, если у тебя получится его дотащить. То есть ты в мешках с собой везешь бетон, грузишь в холодильник, допустим, либо стиральную машину, заливаешь, значит, бетоном, ставишь арматуру туда, ну, за которую ты будешь крепиться, как бы, подвязываешь к ней штуку и скидываешь в том месте, чтобы ты только один знал, где она стоит. И желательно свой буй, как бы, ну, подтапливаешь на такую глубину, чтобы нырнуть ты мог, а никто другой нет. И чтобы она не цеплялась, веревочка, за мимо проходящие суда. То есть глубина такая должна быть, чтобы, ну, килями ее не цепляли, винтами не цепляли, я имею в виду, ни большие, ни маленькие пароходы. И чуть-чуть в стороне от трассы, где проходят, значит, эти, понимаешь, да? То есть бывают, как бы, трассы, где ходят, то есть по фарватеру суда. А ты чуть-чуть, как бы, в стороне, там где-то в бухточке какой-то, если ты кинешь вот такую стиральную машиночку на глубину ночью, чтобы этого никто не видел примерно, и запомнишь точку, где она стоит, чтобы ты ее мог найти.
Все, считай, что ты буем обеспечен, и, значит, вообще ни в чем никогда не нуждаешься и никому не платишь. Главное, чтобы его не нашел кто-то другой, понимаешь? Тебе надо будет эту веревочку как-то подвязывать. Либо у тебя есть акваланг, и ты, значит, можешь туда спуститься, и это самое. И подвязаться. Главное, чтобы не видели буй, видели якорную цепь. Понимаешь? То есть ты подвязываешься, делаешь вид, что ты стоишь на якоре, я имею в виду, без палева. Тогда да, твой буй может просуществовать долго. Поскольку ты будешь долго спорить, значит, с чуваками, либо тебя сдадут. Как тебе сказать, вот ты приходишь, там кто-то стоит на твоем буе, ты говоришь, это мой буй, давай-ка вали отсюда. Он говорит, с какого перепугу, покажи там документы или еще какую-то фигню. Ты ему покажешь видео, где ты скидываешь стиральную машину, значит, и все. И считай, что ты приехал. Вот такая тема. Я видел, в Норвегии буи стоят у многих, да, местных. У местных, да, стоят, там есть какая-то регулировка. То есть на Мальте тоже у всех свои буи, они их продают там как квартиры и по наследству передают. Поскольку этот буй приносит им по 200, по 300, а иногда, значит, и побольше евро в месяц. Понимаешь, у них свои буи. И там такая драка за эти буи, ну это, ну, по наследству переходит, реально, считай, что недвижимость. Это золотая жила. У тебя есть свой буй, и он у тебя приносит бабки. Все, на Мальте за это тебя могут прикончить. И там расчерчены зоны. То есть ты не можешь к бую, к другому поставить рядом свой буй. Я не понимаю, что если у него расчерчено, у него есть бумаги на это. Как мы везем лодку на прицепе, Олег? Так, вы везете лодку на прицепе? Олег нам уже всего же прожужжал про лодку. Да, друзья, Олег, скорее всего, возьмет. Он 1 числа вроде бы летит, я надеюсь, полетит. Мне звонил, я с ним, к сожалению, не могу полететь. Я не могу летать просто так сейчас. Я летать, во-первых, боюсь. А во-вторых, он прилетит, посмотрит, скажет, да нет, не подходит, возьмем что-нибудь другое, полетели еще. Я с ним слетал сейчас в Испанию. Реально. Он летает на машине, как я на самолете не летаю. Блин, мне так было страшно, я всю дорогу промолился, отвечаю. И я, блин, так испугался, что я больше, наверное, не поеду. Ну, я имею в виду на машине с ним куда-то. Я поеду лучше на поезде, либо на велосипеде, но не на машине. Я боюсь так ездить. Так. Подводный секретный буй — это как подпольный полицейский участок во времена БЛМ. Вам надо сайт и двинуть его в 10 первой выдачи Гугла. Да, совершенно верно, сайта у меня нет, и я сейчас этим вопросом занимаюсь. Недавно позвонил мне один из комрадов, который занимается разработкой сайтов, и, соответственно, мы с ним договорились, что он начнет мне пилить потихонечку сайт, поскольку он недавно закончил как бы школу по этому вопросу, ну, то есть обучение, там, 5 или 10 лет он учился, и сейчас он, значит, начинает разрабатывать эти сайты. Я с ним договорился, что простой одностраничный сайт он мне соберет, как бы заполнит, подключит оплату, календарь, и всю эту тему настроит, как бы, и потом мы начнем, то есть я, как вам сказать, даже ему, он мне начнет с него клиентов приводить, а ему начну платить проценты от привода клиентов. Вот такая тема. Ну, может быть, если будет возможность, я ему подкину каких-то бабок на разработку, чтобы не было все так печально. Если они у меня будут, конечно. Вот такая тема. Так, поехали дальше. Потом, по поводу воды, смотрите, друзья, у меня есть опреснитель, у меня есть солнечные панели, у меня есть мощные батареи, я имею в виду 1600 ампер-часов у меня батарей, я имею в виду, значит, и мне их хватает на очень большое количество времени. То есть у меня постоянно работают холодильники, у меня постоянно работает горячая, ну, так, горячая вода. Смотрите, да, кстати, если мне нужна будет горячая вода, вот когда я стою, допустим, на якоре, мне нужно будет завести мотор, либо включить генератор, завести генератор. И тогда, значит, завожу я генератор, в это время могу делать пресную воду, могу делать горячую воду, могу, значит, стираться или что-то делать такое. То есть генератор — это очень важная, супер важная тема. И заряжать батареи. То есть помимо солнечных батарей у меня есть еще генератор дизельный. Тоже он жрет не так много, стакан, значит, дизеля в час, но тем не менее он заряжает мне, значит, все приборы, которые нужны. Это важно. У меня есть опреснитель. Я могу, если у меня закончится вода пресная в танках, 65 литров в час мой опреснитель делает. То есть 400 литров мне надо заполнить. Надо будет, чтобы протарахтел какое-то время генератор. Значит, протарахтел какое-то время генератор. И, значит, заполню я себе воду.
Ну, 400 литров я за сколько выжу? Я могу с собой взять, там не то, что там бесконечное количество, ну, тонну воды примерно в бутылках, если понадобится, я могу с собой взять. Я имею в виду в баклажках, примерно, питьевой. И плюс, значит, такой, в которой мыться, там 400 литров. Ну, вы посчитайте, сколько. И ты можешь это все обновлять, пока у тебя не закончится бензин. 210 литров дизеля у тебя в танке. И, значит, еще 2 запасных канистры. Я иногда, ну, с собой беру постоянно. Это 40 литров еще плюс. Расход у меня по двигателю. Значит, на минимальных оборотах, при скорости, допустим, при минимальных оборотах 1200 оборотов, значит, 1200 оборотов у меня жрет всего 1 литр 800 грамм. 1 литр 800 грамм. И идет по ровной воде со скоростью примерно 5 узлов. В это же самое время делает горячую воду, друзья. Если я стою и на холостых работаю, где-то 500 оборотов, значит, в час, не 1200, то жрет еще меньше, друзья. Понимаете? Вот и все. Вот я стою на холостых, завел мотор, допустим, либо дизель. Дизельный генератор жрет меньше, чем двигатель. Вот такая штука. И посчитайте, ну, когда у меня закончится там дизель или это. Понятно, что он не бесконечный, рано или поздно он однозначно закончится. Но тем не менее. Сайт ничего не стоит сейчас. Его SEO надо сделать, главное. Да, SEO надо сделать, друзья. Это однозначно. Хорватия двигает бизнес и через сайт аренды яхт зашел уже со своим сайтом. Плюс рассылка на email, видеоинструкции на YouTube для клиентов. Отлично. Не спешите, никого не нанимайте. Так. Смотрите, это позвонил мне друг. Друг, которого я знаю, там, ну, уже более там 5 лет, я имею в виду. Да какой даже может быть больше. Я ему там помогал, как-то это мой друг, как бы он в качестве, как это называется, не то чтобы домашней работы, так скажем. То есть он потестировать, ему нужен в резюме в свое набить успешные какие-то проекты. Вот он занялся им. Бесплатно. Так, Макс, ты уже сегодня рассказал народу про веселого норвежского перца, жертву движухи. Привет, братанчик. Нет, я еще не рассказал, поскольку, блин, эта ситуация очень печальная. Это самое. Я имею в виду, я не то, что стараюсь как бы не обсуждать какие-то новости. То есть чувак попал в очень неприятную ситуацию. Но там отбитый просто человек. Я имею в виду, ему выпал такой шанс вместо какого-то деятельного покаяния. Там началась, ну, просто рогами просто ходит, бодается. Там ты что, таких типов ломают, как бы. Он не сломанный просто, я имею в виду. А таких типов обычно ломают на тюряшки, скорее всего. Но вот он туда и идет. То есть, я имею в виду, при таком поведении, короче, это только ломка. Понимаешь? Вот такая штука. Ломка, либо могила. Все. Когда его отдуплят примерно и поставят неудобную позу, зафиксируют, то что он ничего не сможет противопоставить. Через какое-то время он сможет понять, почему это случилось. И что оно не стоило того, действительно. Выпал такой шанс, просто 1 на миллион, и им не воспользоваться. Блин, это печально. Ему, походу, он просто не был подписан на канал Иоганна Себастьяна, отвечаю. Он бы понял эту тему. Так, вне сезон у него обучение есть, молодежь набирает. Влад, блин, 100 лет ему жизни, успехов реально. Я, блин, на самом деле очень рад за таких типов, что у них все есть. Вот я стремлюсь выйти на их уровень. Братан, мне тоже так нужно. Так, погнали. Где найти спонсоров или партнеров? Ребята, эта тема для отдельного стрима. То есть, ну, есть такие типы, то есть, я имею в виду и спонсоры, и партнеры, и так далее. Если коммерцию грамотно посчитаете, если вы умеете настраивать сайты, если вы шарите в этой теме, самое главное это продавать, друзья. Много чуваков, которые владеют яхтами, но не извлекают из этого прибыли. Если вы тип, который можете организовывать грамотно поток клиентов, отвечаю, вы без денег не останетесь в яхтенном бизнесе практически никогда, это исключено, поскольку работаете не вы, вы только организовываете, как бы, у вас туристическое агентство, то есть у вас контракты с этими типами, у вас агентский договор, и вам платят комиссию за каждого клиента, от 5 до 15 или 20%, с кем как договоритесь. Вы загрузили на яхту чувачку, господ, гостей, все, он их откатал, вы получили с него, значит, агентский свой процент, и все, вы счастливы. И если вы наладите эти продажи, я готов с вами тоже сотрудничать, если вы будете продавать мои круизы. Поэтому welcome, друзья. И отвечаю, что многие владельцы бизнеса к вам с радостью пойдут навстречу, если вы будете им заполнять календарь. Вот такая тема. Поэтому дерзайте.
Он все сделал элементарно, просто и понятно, надо перенимать такой опыт. Согласен. Этим мы тоже занимаемся, друзья. Опа, доброе утро, господа. Алексей Борисов, приветствую, дорогой. Рад тебя видеть здесь у нас на стриме. Как дела у тебя? Надеюсь, все хорошо. Так. Как заработать на яхтинге без капитальных вложений? Тоже мы обсуждали этот вопрос, друзья. Можно, тоже есть варианты. Тоже длинная тема. Я расскажу об этом чуть позже. Опасности и страхи. Шторма и непогода. Как с этим справляться? Друзья, мониторить погоду обязательно. В шторма не выходить. В плохую погоду не ходить. Просчитывать маршрут. Это тоже мы об этом говорили. Ты заранее должен знать, куда идешь. Это самое первое, с чего начинается яхтинг. Вот такая тема. Тренируйся просчитывать маршрут, тренируйся учитывать любые опасности. Это предсказуемо. Погоду можешь прочекать, посмотрел опасные зоны. Не ходи в страны, где идет горячие военные конфликты, там, где военные корабли, все перекрыто, взрывают, стреляют, значит, пираты и всякая тема. Об этом всем известно. Посмотрел новости или загуглил просто, где пираты сейчас. Ага, они, значит, в Суэцком канале, либо, значит, в этом, возле... как это называется, в Сомали обитают. Туда не надо ходить, Красное море там или еще. Там грабят, тут обелечивают, тут это самое. Все, в те места просто не ходишь. Это очень легко. Такая тема. Шторма, не попадаешь в них, поскольку знаешь прогноз погоды. Каждый год в одном и том же месте происходит один и тот же шторм. И если ты знаешь, где он происходит, в какое время, просто в это время туда не ходи. Ты сюда ходи. Очень легко и просто. Внезапных штормов практически не бывает, исключено, поскольку, вот говорят, внезапно шторм ворвался вот сюда, в такое-то место. Открываешь, допустим, Google, историю и видишь, что он внезапно врывается вот сюда каждый год, а и в один и тот же день, в одно и то же время. При определенных, ну, грубо говоря, условиях. То есть я имею в виду, вот, допустим, остров Форментера, остров Корсика и так далее, допустим, как бы Карибы. Определенно, то есть на протяжении 100 лет, вот в одном и том же месте, в одно и то же время, допустим, в августе, в диапазоне там с 15 по 20 плюс-минус там неделя. Блин, произошел шторм, выбросило на берег лодки, блин, это сам внезапно налетел ниоткуда, просто была ясная погода и началось. Вот эта хрень. Но ты-то знаешь, что, сука, в этом районе в августе вот в это время вот именно так и начинается. Только в 2 местах там на планете это случается в такое-то время там-то. Просто в эти места не заходи в это время и все. И внезапно ничего с тобой не начнется. Вот такая штука. Карта погоды, друзья, это вам в помощь. Погнали. Штормы — это все шляпа. Так, пираты, криминальные зоны, реальная угроза или миф. Да, страны, значит, с реальной угрозой, с пиратами. Не ходите в Сомали просто покататься. Не ходите в Африку гулять. По крайней мере, на данный момент ситуация может измениться. Как станет безопасным регион, ходите. Как только небезопасно, не ходите. Вы же понимаете, что в опасные районы ночью заходить опасно одному на каблуках. Я имею в виду и с бриллиантами примерно. Не ходите отнимут. Там, где голодные, слепые, значит, или нуждающиеся. То есть ходите там, где безопасно. Так. Там, где вам, допустим, развальцуют, сделают подставу и так далее. То есть, понимаю, вас там нахлобучат. Туда не ходите. Что делаете при поломке в открытом море? Чиним, друзья. Вообще, знаете, как вам сказать, самый основной скилл капитана — это возможность или умение справляться, находить решение, значит, вопросов или проблем, ранее с которыми он не сталкивался. Он не сталкивался вот с конкретной проблемой, но, в принципе, он знает схему, с чего начать, как начать разматывать этот клубок. И то есть принимать какие-то грамотные, грубо говоря, решения. Вот, собственно, скилловый капитан отличается от нескиллового тем, что он может решить проблему, с которой раньше не сталкивался, быстрее, чем, значит, чем любой другой. Вот и все. Понимаете, да? То есть это умение решать проблемы. Все остальное — это шляпа. Так. В открытом море. Точно так же. То есть, смотря, что за поломка и так далее. Там есть инструкции. Вообще есть на каждое... Смотрите, все поломки, которые могли произойти в этом мире на яхтах, они уже все случились. И есть инструкция на каждую поломку, регламент, что ты должен делать. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Если не сработало, пробуй что-нибудь еще. Или вызываешь помощь, примерно. Выглядит это так. Если сам не справляешься, позови друга. По радио тебе ответят, подойдут, спасут, помогут. Не надо бояться. Так. Какие самые страшные случаи происходили? Так, самые страшные случаи происходили с яхтсменами. Друзья, страшные случаи, ребята. Это, как вам сказать, пьянки-гулянки, значит, поножовщина, может быть, какая-то тема. Самая большая проблема — это от людей, друзья, исходят. Самые большие проблемы. Допустим, техника сама по себе тебе вряд ли причинить может какую-то вещь. Я имею в виду, пистолет тоже сам, если лежит, он угрозы не представляет, пока его какой-нибудь идиот не возьмет в руки и не прострелит кому-нибудь башку. Примерно. Это выглядит так. То же самое, значит, и в яхтах, я имею в виду. Сами по себе вот эти
вещи, проблемы никому, значит, никаких не причиняют. Опять же, друзья, смотрите, обслуживание там газовых баллонов, батареи и так далее, то есть грамотное подключение, рукожопов никаких не пускать, значит, на яхту, чтобы вам тут ничего не накрутили. Значит, самому читать, разбираться, за все ответственность несете вы. Если дядя наклеил усы, представился вам газовщиком или электриком, и вы ему поверили, и он тут наверетенил какую-нибудь шляпу, подключал вам плюс на минус, и у вас что-нибудь загорелось. Ответственность ваша, если вы не проконтролировали. Если вам заменили, значит, масло неправильно, не долили, перелили, либо еще что-то, короче, либо вместо масла налили, я не знаю, солидол какой-нибудь, либо, короче, для разных шляп. Ответственность на вас. Вы должны все это знать и контролировать. Дальше. Тем более, если яхта ваша там слетела там, с гарантией и все такое. То есть это вы должны четко регулировать, понимать, сколько вам нужно ставить батарей, сколько можно и каких, сколько нельзя. А Теслы, что будет, если я поставлю? А Теслы нельзя ставить, она горит, я имею в виду. Литий нельзя ставить, можно ставить литий-феррум, который не горит, примерно. И потом, то есть я имею в виду, все эти соединения, там, морские кабеля и так далее, нагрузку, сечение, это надо высчитывать, это надо знать, чтобы правильно поставить. Не тот проводок поставил, у тебя сгорела яхта. Не тот, значит, этот газовый баллон не провел оборудование, вовремя не заменил, допустим, свои шланги, короче, где-то чиркнул кто-то спичкой и началось. То есть надо вот эти вещи как бы учитывать. И все это зависит от владельца яхты, как он за ней следит. Многое зависит. Дальше. Страшные случаи с яхтсменами происходили. Вообще на некоторых уроках, некоторых школах разбирают, значит, это. Смотрите, есть такая штука, называется опасные грузы. Военные корабли и так далее. Самолет летел, не на ту кнопку нажал и, значит, это, сбросил бомбу. Часто бывает какая штука. Не часто, но иногда случается. Истребители разные, короче. Они пролетают на гиперскорости, на супер низкой высоте, прям над мачтой у тебя проходит, а ты идешь на парусах. И они у тебя просто превращаются в тряпки сразу. Бабах, и у тебя парусов больше нет. Он пролетает вот так рядом над лодкой, и все, и парусов нет. Я имею в виду, их просто разрывает, значит, вот этой волной. Вот такая тема. Значит, смотрите, в школе, ну, когда я учился, да, разбирали такую ситуацию, когда в порт заходил корабль, начиненный взрывчаткой, там вез какое-то количество, просто нереальное. Но это было там еще в лохматые годы, когда были корабли. Еще без, значит, без оборудования, я имею в виду там свой-чужой, без компьютерных вот этих вот штук разных. И были уже тогда правила расхождения судов и так далее. Ну, там один стоял в канале, значит, на якорь встал, там вынужденно поломка. Второй, значит, его пытался обойти на выход, значит, а третий заходил. И вот этот третий, который заходил, столкнулся со вторым, который обходил того, который стоит на якоре поломанный. Короче, они начали длинные баржи разворачиваться внутри, пытаться, значит, избежать столкновения. Они столкнулись, друзья. Начался пожар. И что вы думаете, вот этот, значит, корабль, который вез там хреновую тучу взрывчатки, он взорвался. И этого города с тех пор не существует. Там сгорело, значит, несколько тысяч человек, несколько тысяч домов. Города просто нет, понимаете? Зашел, значит, в город, дозаправиться там или еще как-то. Короче, корабль со взрывчаткой, его нету. Вот, это расхождение судов, вот такая тема. Когда вы маленькие пластмассовые, держитесь подальше от больших кораблей железных. Во-первых, смотрите, какая тема. Большим судном, вот по правилам, говорят, все суда моторные уступают парусным. По правилам это так. А в действительности, ребята, то есть вы маленький пластмассовый, он большой железный просто. Его остановить труднее, у него оттормаживаться он будет дольше, я имею в виду. Может быть, вы видели такие штуки, когда он там раз не то, что казалось бы на полном ходу въезжает в какую-нибудь в марину там или, значит, в какое-нибудь здание, там какой-нибудь пароход огромный и сносит этот самый. Он просто большой и тяжелый, он не оттормозится. Маневрировать ему сложнее намного, чем вам, друзья, отвечаю. Ему нужно больше пространства и прохода. Так что вы это самое, не выеживайтесь, что он вам там должен пропустить или уступить. Вообще возьмите за правило, пропускаете всех вы и всегда. Вообще неважно, на чем он там идет. Хоть, значит, на велосипеде едет по морю. То есть не это самое, не выпять, что у меня главное, я вот, короче, еду. Вот этой темой не надо заниматься. Не идите на столкновение. То есть вы всегда, как в Бейруте, да. Вот там взорвалась вот такая штука, да, в порту. С двух сторон, то есть он зашел, короче, в пролив. С двух сторон, значит, как бы город, так скажем, ну, то есть к проливу, да, то есть дома вот так стояли по склонам. И вот они перестали существовать. Я не помню, как называется этот город, друзья, но, скорее всего, те, кто будет. И после этого ввели правила о вот этих, значит, расхождениях. И АИС такая штука есть, которая предупреждает столкновение. Короче, разные. Он предупреждает, что там стоят корабли и так далее. Ввели вот эту тему.
Так что, друзья мои, смотрите, это важно. И избегайте любых возможностей, ну, то есть столкнуться. Вы всегда всем уступаете, будьте начеку. Если вы видите какой-то, сука, фонарик в море, не надо, значит, это, подходить к нему, смотреть, что это такое. Я имею в виду ночью, тем более. Вот такая штука. Надо держаться подальше. Так, еще выгодная тема сдавать в аренду или катать на лодке с мотором. Да, тоже такое может быть. Друзья, сейчас мы этим занимаемся тоже. Так, лодки с мотором. Здесь у нас тоже есть, ребята, мы этим занимаемся, да. Так. Тут про Алики, старый дворник. Так. Потом, отношения и яхтинг, друзья. Где искать спутника жизни для морских путешествий, друзья мои. Смотрите. Где искать спутника жизни? Поверьте мне, что если у вас есть яхта и спутник, опять же, блин, тут все зависит, конечно же, от того, насколько у вас высоко задрана планка. Если у вас планка, как у меня, мне, значит, меньше, чем Маргарет Тэтчер, не нужна, я имею в виду, тогда это тяжело, но тоже возможно. Я имею в виду, короче, смотря насколько планка задрана и, соответственно, ну, как вы, насколько вы уживчивый человек. Есть какие-то свои критерии, по которым себе выбирают, значит, людей, спутников и так далее, особенно морских. Значит, это, доверие, это очень важно. С человеком, который вам неприятен, не нравится, раздражает вас, лучше в море не ходить, друзья, поскольку вы будете испытывать в море еще более большой дискомфорт в случаях опасности, начнете орать, срать штаны, топать ногами, наводить ужас на окружающих. Кайфа будет мало. Когда вы, значит, добрый, вежливый, уживчивый человек, мне кажется, вы с любым, наверное, уживетесь. Вот такая штука. Как у Жени канал, процветаем, друзья, процветаем канал. Поэтому, друзья, спутника жизни найти можно. Девушки засматриваются на яхты, это как сороки, которые, если она еще не видела, молодая, красивая, она не видела яхты, ты просто сказал просто яхта. Даже если это просто одно название, я имею в виду яхта, это обоссанный матрас со шваброй и трусами натянутым, можно говорить, что яхта. Ты ее можешь на этот матрас затянуть, а если он еще куда-то может переходить, 100%. Смотря какая у тебя цель. Скорее всего, ты найдешь однозначно. Но тут от тебя зависит, как быстро она убежит, примерно. Убежит она сразу, либо через год, либо через 2. Это зависит уже от тебя и от тех условий, которые ты можешь создать на борту. Друзья, это очень нужно понимать. Даже, мне кажется, если у тебя маленькая яхта, но там уютно, и ты можешь обеспечить комфорт и надежность, примерно, что ей с тобой будет прикольно, или лучше там, чем где-либо, то, блин, может быть, она задержится надолго. Поэтому не стоит, значит, отчаиваться. Дальше. У женщин на самом деле таких вопросов не возникает у яхтсменок. 100% отвечаю. Они как бы, ну, этим вопросом даже не озадачены, как и на земле. Им достаточно просто свистнуть, и 100, значит, уже будет Васильев, я не знаю, там, не буду сейчас, короче, называть, кого будут стоять наточенными прямо у ее ног. Вот такая штука. Причем любой там весовой категории, возраста и пола, наверное, я имею в виду. Поскольку они могут трахать и дырки в заборах, вот эти типы. Он там может и, ну, короче. Такие типы могут сразу подкинуться, у них вообще проблем с этим нет, ребята. А вот чувачкам, грубо говоря, у которых завышена планка ожиданий, это да, сложно. И опять же, женщины тоже разные бывают, у них тоже может быть, то есть, вот ниже шейха или олигарха, то есть не подходи, если ты не шейх, не олигарх, им тоже как бы сложно. А если насчет потрахаться, ну, там просто свистнуть. Это, так скажем, как вам сказать, все зависит от ее уровня, кого она к себе подпустит, то есть, понимаете, я имею в виду, наелась она уже или нет, или вообще, может быть, ей это не нужно и не нравится, тут от этого зависит, понимаете, и с кем не на помойке себя нашла, то есть, перед кем попала, не будет раздвигать, в овуляцию не побежит, это самое, по улице, хрен его знает, короче, зависит от этого. Я не женщина, сложно судить насчет этого, но я просто, блин, даже не знаю, что касается мужчин, если так-то присмотреться, совсем уж одиноких людей я не видел. Даже если чувак один на яхте, я мимо прохожу и смотрю, а он с какой-то женщиной по телефону болтает. То есть именно на громкой связи, либо на видеосвязи я вижу, что они болтают. Как бы я понимаю, что общение как бы поддерживают. То есть совсем уж одиноких каких-то типов я не встречал. Реально. Даже стариков. Я видел, старик сидит, что-то пилит, а потом вижу, он с бабкой на велосипеде едет. У него даже, у старика есть бабка. Вот такая тема.
И, короче, и пенсы здесь, пенсионеры, немецкие пенсионеры, они ходят на яхтах-катамаранах со своими бабками. Бабки в кожаных штанах. Пенсионеры, значит, это самое, зубы в шахматном порядке, улыбаются, все, у них большие яхты, катамараны, ходят куда попало. Бабка начинает на него орать, больше никуда не пойдем, он меня замахал, я думала, мы погибнем. Короче, вот с такими шарами тут у меня соседи приходили. Но, тем не менее, ходят. Так, лучше вообще никого не ждать. Да, друзья, лучше совсем никого не ждать. А если кто-то попадется интересный, вы получите много-много позитивных, очень радостных эмоций, ребята. Так. Так. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Какие еще вопросы у вас могут быть, друзья? Так, у нас тут цель появилась новая. Если она случится, то мы продолжим это. Так. Сейчас, одну секунду, ребята. Потом, смотрите, друзья, тоже, ну, как бы, если такой вопрос уже от меня, реально, хотели бы вы, кто хотел бы путешествовать со спутником, значит, на яхте противоположного пола, либо в одиночку? Скажите, одиночек среди нас много, кто бы один куда-то ушел, всех послал нахер и это самое. На самом деле, я же так и сделал, я ушел один, друзья. Я ушел один, это самое, послал всех нахер, ушел один. Но, как видите, мне не удалось далеко уйти. Так. Кто хотел бы жить и путешествовать на яхте, друзья? Я имею в виду не то, что там иметь яхту, а именно жить и путешествовать. Вот такой, значит, яхтинг именно круизный. Что живешь и путешествуешь, именно скилловый, я имею в виду. Это не развлекуха, это не то, что с работы пришел, в пятницу покатался, а в следующую нет. Вот такая тема. Именно вот как бы вести такой образ жизни морской. Кто хотел бы? Короче, также обсудим мы, какие испытания ждут пары на борту. Друзья, еще раз говорю, что если вы не живете душа в душу, если вы... Как вам сказать? Субординация, опять же, друзья, у вас должны быть какие-то отношения. Допустим, если они рабочие, у вас есть субординация, рабочие моменты, вы можете себе что-то позволить или не позволять ни в коем случае. Я имею в виду, соблюдать ее нужно всегда. Но желательно, чтобы изначально была какая-то договоренность, и ее нужно стараться придерживаться. Не надо далеко, где-то на Средиземке надо. Так, я бы ушел один на яхте с удовольствием. Миру мир, красава. Один, недалеко. Средиземка, да, друзья, комфортное море для обучения, болото, я имею в виду, которое подает. Это лужа считается по сравнению с океанами, но тем не менее, там тоже можно встрять, на самом деле, как бы это самое, не обольщайтесь. Ну, значит, там практически никогда не бывает волн, ну, как бы очень редко, больше, чем 4-метровой волны там не бывает. Вот океан, это да, это жестко. Так, Владимир ВГ, я допускаю яхтинг на пенсии. Вот, Владимир, приветствую, круто, допускает. Я бы ушел в кругосветку, кругосветка мечта детства. Алекс, красава, поддерживаю. У меня тоже мечта, значит, и, блин, я очень надеюсь, что до 60 лет не удастся ее осуществить. В общем, для себя я отвел какое-то время, если я доживу, конечно же. Ну, короче, все, до 60 кровь из носа надо мне, может быть, поставить до 50. Сейчас мне 42, друзья. До 50, может быть, сдвинуть немножечко планку, поскольку в 60 будет тяжело, наверное, ее сделать вообще. Но смотря насколько кошелек большой, допустим, если в 60 будет кошелек большущий, может быть, я сделаю, найму себе людей, и меня просто повезут в кругосветку, как, значит, этого, падишаха. Вот это круто. Так, я допускаю. В самостоятельную кругосветку это такое, блин. Это не каждому по зубам, по плечу. Владимир Владимирович, Средиземное море тоже волны сумасшедшие.
Так, Владимир, ну, как бы то, что я видел, может быть такие. Смотрите, волны большие возле берега, друзья. В открытом море. В открытом море. Может быть, я просто не попадал. Я же не ходил в плохую погоду. Я чекал прогнозы, друзья. Я как бы попадал там и на 40 узлов ветра, и на 50, и даже до 70 были порывы, там свистело. По-моему, я даже фиксировал и 100 порывы на своем, этом, 100 узлов ветра свист. Ну, волны не очень большие. Я имею в виду, или может быть это коротковолновый, так скажем. То есть я не встревал в такие, чтобы там были какие-то гиганты волны. Больше 4 метров я не видел, отвечаю. Может быть там есть какие-то очень большие, но, блин, я как-то пропустил это. Хотя бы Атлантику для начала перейти. Да, Атлантику нужно. Макс, стрим сохранишь в открытом доступе? Да, Каспер, привет, я постараюсь сохранить, да. Чтобы смогли посмотреть люди, те, кто не смотрел. Поскольку вроде бы я ничего такого, значит, опасного здесь не наговорил. Отталкивающего людей. Так вот, ну. Так. Короче, еще куча осталось вопросов, друзья. Как найти клиентов, легально ли сдавать яхту в чартер, сколько можно зарабатывать на круизах, друзья. Отдельный разговор, просто капец. Это давайте мы отложим на следующий раз, ребята. Спасибо тем, кто сейчас у нас был, поддерживал, в принципе, ответил на вопросы. Пересматривайте стрим, подписывайтесь на канал, если впервые, либо пересматривайте в записи, друзья. Макс, ты видел тут прикол? Парень на надувной лодке с 3 лошадьми прошел с Украины в Румынию. Красава, да. В Турции кто-то утонул у берега из-за волн, хотя они сравнительно детские по сравнению с португальскими. Да, друзья, я видел даже на Кипре, друзья, выбросила лодку на берег в 2015 году. Я увидел лично, там погиб, значит, владелец этой яхты. Семья шла, значит, муж, жена и 2 детей, по-моему. Погиб владелец яхты и спасатель, один из спасателей, который их спасал. Друзья, они близко к берегу подошли, в шторм потерялись и выбросило, значит, на скалы. Их вызвали спасатели, ну, короче, перевернулись там, и, блин, там капец что было. Вот такая тема. Не знали, куда лодку только купили, можно сказать, тоже не скилловые шли, то есть не супер опытные яхтсмены. Хорошие люди, да, сожалею, соболезную, поэтому надо знать, короче, как ходить. Поэтому, друзья, мы, значит, заранее пособираем новые истории, будут в следующих стримах. Стримы будут становиться чуть более интереснее. Немножко я схему понял, как нужно. Понемножку они будут становиться все лучше. И, грубо говоря, узкая, так скажем, тематика. Не будем там распыляться, ядом не будем брызгать, заражать людей негативными мыслями тоже ни в коем случае не будем. Свои какие-то проблемы буду оставлять там вот за стримами. Вот такая штука. Так. Все, следующее это будут основные проблемы новичков. В коммерческом яхтинге поговорим, сколько можно зарабатывать и как найти клиентов. Так, технические лайфхаки, гаджеты, предложения, все это вас ждет здесь. Путешествия, маршруты для начинающих и реальные истории жизни. Ладно, друзья, спасибо вам огромное. Давайте, всем удачи. Спасибо за поддержку, за донаты. Блин, все, стрим остается в записи. Всем добра, спасибо, что были добрые комментарии, позитивные и вопросы по делу. Да, во время что, смотрите, самая большая опасность для яхты это берег, это не море, друзья. В шторм нельзя подходить близко к берегу, вас выкинет. То есть там волна встречается как бы с отливной волной. То есть вот одна волна, короче, как вам сказать, откаты. То есть вот там, где встречаются вот эти 2 волны, грубо говоря, которые с берега откатываются, и ветер, который гонит из моря, допустим, вот это самый опасный процесс. Ребята, вот такая тема. Все, давайте, обнимаю. Спасибо вам огромное. 7 футов под килем. Друзья, спасибо большое за поддержку, за донаты и за лайки. Все, если что, будут вопросы, оставляйте их под стримами. До новых встреч, будут новые ролики. Берегите себя. Всем удачи, всем пока. Спасибо большое. Рад был вас видеть.